Ассаламу алейкум ларми нохчи, добро пожаловать на стрим, дорогие друзья. Не забудьте, кто не подписался, подписаться и ставить лайки. Баркал, спасибо всем. Разные люди. Вот. Ауховцы присылают, арстоевцы присылают очень много материалов, которых у меня раньше не было в Башлам. А есть еще многие материалы, написанные на русском языке. Есть ли у тебя помощники, которые помогают тебе? Нет. Помощников у меня абсолютно нет. Массера Далуэзи. Помощников у меня нету. Мои помощники — это мои подписчики. Они присылают мне материалы, которые они находят. С Европы очень много присылают, с Турции присылают. Вот, я прошу этих подписчиков, если на иностранном языке, перевести буквально слово в слово, чтобы не искажать. Вот. Что касается родного языка и вот полевого материала, этим занимается в основном Аминтиса. А у меня в гостях сами люди, носители этих тептеров, старых источников, сами приходят, рассказывают, как бы мы делимся, есть ли тому подтверждения, нету подтверждения. Алейкум ассалам. Вот, сейчас очень активно подключились, особенно подключились горные районы, беноевцы, Вежри очень сильно подключились, Беной, Далси, именно беноевцы, терлоевцы, акинцы, орствоевцы очень сильно подключились, то есть они делятся информацией. Если этой информации нету, алейкум ассалам, если этой информации я не видел, а в основном я почти что везде проверяю, смотрю, появляется материал. Вот, очень много. И поэтому почти что каждый тейп начинает делиться. Жейн Олмятсон. Туда-сюда, короче. Кстати, вроде чеченцы знали раньше арабский язык достаточно немалое количество. Неужели никто из них ничего не записал? Записал Флатингас, но многие эти семейные тептеры очень сильно сохраняют и не делятся информацией, как-то считают. Но сейчас люди уже начали более активно себя проявлять, показывать. Вот и все. Собор дело. Сейчас я чайник поставлю буквально на минутку. Щиду и учу. Вот. Так сказать. Штама штук. Ничего, башлам сохи. Химолохни. Башлам хузаву. Мы на месте, мы здесь. Жана, это любимая книга или книга современная. Жень, ты хочешь сказать? Шантик ночи 216. Жень, то есть. Ну, на арабском языке в основном писали с религиозным контекстом использования. Мы знаем, что использовали, особенно у нас в Чечне использовалось непосредственно 3 метода описания и истории Жейнов. Первый использовали кириллицу, второй использовали арабскую вязь, третье использовали латинскую вязь. Ну, не считая, если так брать, 4, конечно, и грузинскую вязь.
все это как бы подтверждается, и есть тому доказательства, и археологические доказательства использования этих языков. Вот, периоды до 1926-28 года использовали со времен в основном Горской республики, в это время использовалась латиница. Вот, дальше, конечно же, идет ранний период, идет до латиницы. Использовали арабскую вязь. Арабскую вязь использовали, я так понимаю, с периода Кавказской войны. И вполне возможно, и я уверен, что арабскую вязь использовали со времен шейха Мансура, первого имама Кавказа. Вот. До и самый ранний период, то, что использовали ближе к 14, с 10 по 14 века, грузинскую вязь использовали в основном. Вот. Использование тюркской вязи мы не находим, к сожалению, ни на памятниках, никаких и могильных плитах, никаких археологических, во время археологических раскопок не находили, по крайней мере, что-либо подобное тюркской вязью. Хотя тюркский язык определенное время и был международным языком торговли. Мы знаем, что были большие торговые взаимоотношения между тюрками и непосредственно представителями более западной части нашей родины. Вот, Кизляр, Эндери, Аксай, вот в этих местах были огромные рынки, хотя Ермолов указывает, что там были только рынки там, продажи рабов и так далее, это не подтверждается, поскольку мы видим при использовании того же договора, о котором говорилось, заключение договора между Шахмурзой Окотским и Московской Русью, там указывается, что были экономические именно взаимоотношения, поэтому вполне возможно так вот использование тюркского языка. Других языков использования мы, по крайней мере, не находили. Вот. Хотя, да, есть некоторые аланисты, с которыми мы разговаривали, что даже одна надпись Зеленчукского захоронения, что предполагается, что совпадение с аланским языком непосредственно чеченцев и ингушей тоже есть. Но это очень сложно доказать по одной только зеленчукской записи, говорить. Других, если доказательств нету, мы не можем. Хотя это доказанный научный факт, об этом есть статья, я ее опубликовал. Кандидат исторических наук Хизриев Хаджи Ахмедович написал об этом работу. Цанары это чанти или нет? Что можешь сказать об этом? Я сомневаюсь, что это, конечно же, является чанти, цанары. Очень сомневаюсь, нисколько не принижая исконно чеченский тайп чанти. Не думаю, что чанти, они период именно Шарой, Итумгали, Галанчош, Джайрах, можно с уверенностью сказать, что они были записаны как дзурдзуки и кисты. Разницы нету, ближние и дальние кисты, никакой разницы нету. Вот, если говорить более раннего периода, именно в географии 7 века, вот, могли ли там по ошибке записать, я очень сомневаюсь. Вот могли ли другие вот племена, которые в Грузии проживают, валикум ассалам, называть их цанарами? Возможно. Возможно. Не отрицаю. Но и не подтверждаю, потому что сегодня есть очень многие люди любят приписывать все к себе. Я не сторонник того, чтобы приписывать. Изучать, исследовать, да, с радостью. А вот приписывать чужое к себе, это уже неправильно. Кто бы это ни делал, без разницы. Башлам, расскажи про Нохчи, Урарту, чеченские земли. Ну, Нохчи, Урарту здесь хурита-урартская тема, история, она изучается, очень сложная, кроме как совпадений названий. Вот больше Башлам и Тумкали. Нет, не монгольское название. От имени Итон появилось название Итон-хан.
Вот, поэтому никаким монголам не имеют никакого отношения. Ну, конечно, сегодня по созвучию, если хоть чуть-чуть совпадают, некоторые люди пытаются к себе записать. И тон был Ченти, насколько я знаю. Ченти не относится никаким монголам, никаким тюркам и никому подобное. Ченти чистый, исконно Нохчи тейп. Поэтому очень сильно. Я не думаю, что хоть что-либо там кистовый нет, есть кусты. Нет, я знаю, нахчиматяне, если они относятся к нахчиматянам. Но Башлам проводились ли раскопки, были ли находки, или, скажем, или поиски с металлоискательным оружием или защитных принадлежностей наших наибов, были ли поиски именно там, где проходили. Конечно, были огромные. Ну, расхищение чернокопателей до сих пор всегда ведут эту работу, так что, конечно, были. Аллах салам аршал хил башлам брат да алшвалу казбек Аллах сейду эл дерес хил да духдах тошимасу. В данной ситуации, если нахчиматяне есть указано, чанты относились к нахчиматянам, могли ли к ним относиться кусты, те же самые кисты? Возможно, могли, поскольку исследователи и географии 7 века сами не были на этой местности, но они могли услышать о разных обществах и записать. Мы это наблюдаем и в 17, и 18, и 19 веке, потому что они записывают, и один и тот же народ называют разными обществами, там, шубуты, ну, шот, вай, джабр, вай, шар, вот их, они уже даже такую ошибку. Но вот потом, хотя исследователи говорят, вот мы их называем разными, это является одним народом. Поэтому, конечно же, названия обществ вполне возможно, что регистрировались. Далвизы. Разные были ли названия? Вполне возможно, что разные были названия от обществ. И фиксировали их именно так. Вот, кто более подробно, я вот интересовался, кто очень подробно, детально изучал нашу историю вот до 19 столетия. Мы не находим никаких подтверждений, кроме каких-то отрывков ни в грузинской, ни в армянской истории. Очень кратко написано. А вот ближе к 19 веку более детальное изучение, говорится, было лучше, чем, как бы нам не нравилось, лучше, чем Берже. Никто так детально не описал Центральный Кавказ. Вот Берже записывал. Вот он записывал, конечно же, и легенды, и мифы, и все остальное. Я не говорю, что то, что он сказал, является последней инстанцией. Нет, конечно, мы говорим о том, что были вот эти как раз такие фиксация была. Даже Лаудаев не сделал и половину того, что сделал там, допустим, тот же Берже. У кого они остаются, где они должны храниться, кем проводились эти поиски, кем были организованы. Ты слишком много вопросов задаешь, кем, если мы говорим о чернокопателях. Все, что у нас было найдено, было разворовано, было раскрадено в 2 чеченских кампаниях, в 2 чеченских войнах. В основном какие-то материалы у частных коллекционеров дома. Есть такое сказание, что Орда не смогла пройти ущелье Аргунское, ушли в обход, сказали, как типа горное или типа того. Вопроса не понял, конечно же, я. Поэтому. А так знаю, чанти чисто. Чанти много читает. Говорить об этом даже и не стоит. Ну, не видишь ты, или чанти бу ценаром относится, цеси бу ценаром относится. Все сейчас хотят почему-то, я не знаю, приписать к ценарам, ну, ценары это ценары, нахчиматяне это нахчиматяне. Я не знаю, зачем это вот. Было ли родство между ними? Вполне возможно. И сегодня, в 2022 году, первый донат мы получили от нашего брата Умара Шаройского, Гудермесского. Умар да саадо да духуаху эл будиснак эзаршка судори лузендер.
так вот, надеюсь, что Омар будет Беркет и Херват, соответственно, духой Омар. Вот такие вот дела. Так. Ассаламу алейкум, бусал визри марш, что лучше в эфире Башлам Аллаха Ясхайну. Ибрахим, Дерес, Ибрахим, Эльстаншхуа, то, что обещал, он отдал. Этот маленький ножичек у меня есть. Так что я тебя пытался показать его в последнем эфире, тебя не было. Я не хочу, Башлам, мне не нужны эти цены. Надо просто Бакаев такую версию слушать. Нет, в горной части, Машу, в горной части очень много не исследовано. Мы многие приписывают и говорят же Пшау, Хевсуры, Тушины и многие там Сваны приписывают к нашему, что родственные. Но сегодня они себя считают частью, не частью, они считают себя грузинами. Что мы будем с ними говорить? О чем говорить, если они те, кем они себя считают? Башлам, у нас есть тейпы из курайшитов. Курайшит и нах буду курайшитов. Мы вайтейпан курайшит шулила даться, потому что это немножко другая тематика. Они все-таки курайшит и нах, это они араб без больше. Салам алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Дешо башл. Да, шу. Башлам, тейп шхячил. Из нелахчи тейп, то я нахчи дочь, тейп халахули. Нет, тейп, бацерш, они спрашивали, есть ли родство между чанты шнейца наши, исторически имеется в виду, одни и те же или нет. Церцани, Гергало, Дуя и чанты именно ценаш. Изам понятно, между тейпами Гергалом, изам нормальный вопрос, мадуй. Но по асподе хинти азешли, да, вообще и нахчи тейп, дуй, бахшум, нахчи дочь, тейп хул. Нет, вы нахчи хоман, а нахчи дочь, тейп, да, есть нахчи тейп, ничто, кишк, что. Вот единственная проблема, которая у нас есть, почему несколько этнографов записали соседние народы, принизили их и свели на тейповый уровень. Вот этого, вот здесь должна быть какая-то гипотеза. Или они это сделали потому, что они ушли от своего народа и отказались от него. Потому типа, что попросили... Наши, что ли, написали? Да, Мамакаев написал, Сулейманов написал, и многие, и Натуев написал, Натуев, и он написал. Я не знаю, почему они написали. Тут может быть только две версии. Почему? Потому что оно есть и в соседних регионах. То есть такие же есть и в Дагестане, такие же есть и в Ингушетии, такие, не знаю, в Кабардино-Балкарии, в Черкесии, я не знаю, вполне возможно и там есть. Которые приписывают себя? Нет, которые ушли отсюда и считают себя этим народом. Допустим, Черкези народом, или Алгы народом, или там Сюли, или Гунки. Понимаешь, о чем я говорю? Ну. Вот, то есть они уже ушли, осели там, ассимилировались там и остались. Конечно, это единичный случай. Но мы находим сегодня к радости или к сожалению многих, мы можем посмотреть ДНК-проекты, когда ты сдаешь ДНК, оказывается, что корни у них в Чечне. Вот в чем проблема, понимаешь? И думаю, боже. А что ж Войчар, у нас есть записывают, которые... Почему? Я вижу просто-напросто здесь две причины. Вполне возможно, эти люди, которые пришли и получили убежище здесь, на нашей территории, то есть попросили помощи, убежали от своих шавхалов, там, князей, беков и так далее и тому подобное, вполне возможно, что они получили статус здесь граждан нашей республики сегодняшним языком, если сказать. И поэтому их снизили до уровня каждого чеченского тейпа. То есть не народ живет отдельно здесь, а просто-напросто пусть и даться, смысла другого я не вижу. Или вторая версия, Рамазот, ты смотрел, Адош, или вторая версия, просто-напросто тем самым ночью хотели показать свою демократичность и просто-напросто опустили. Нету никаких народов. Ваш уровень это уровень любого чеченского тейпа.
Хетиос мобо. Да, и сюда. Понял, швей, ну, тейп, да, мадати, леки, лохи, у нас. Да, я думаю, что может быть это, но никто, к сожалению, я искал очень много. Я искал очень много, никто просто не описывает этот момент. Почему? Просто их записали. И народные тейпы. Все. Из-за этого большие проблемы. О, шугун шуюка, ишниш мушунюка. Да они есть. Вот возьмем книгу Мальсагова. Книга Мальсагова ничем не отличается книга от Сулейманова Ахмада или Мамакаева. Понимаешь? Просто там и при изучении мы говорим, формирование народностей, там, допустим, формирование Дагестана, формирование там других. Но проблема в чем? В Дагестане, допустим, очень много народностей. У них какая проблема? Они свои языки, уже цахатся. Да, вот у них такая тема. А у нас, кто бы здесь не остался, получил статус цан масаной муатха. То есть это вот прямо было, вот я так ярко выражено, у них к ним, насколько я понимаю, было конкретно, что десни, окат, или отсдуйшу, шун муатха, без шуцани, шумуат, самдас амурбат. Их вот спустили вот на такой уровень. И это, видать, одно из правил было, чтобы их принять. И потому самое... что ради этих людей Ногчий народ не станет изучать какие-то там соседи. Ну, Кстати, не надо. Кстати, не стоит забывать. Это не только, если думаете, там, Дагестана, это только с Черкесии там, или с Ингушетии. Нет, это из Грузии. Из Грузии даже есть. Это есть, вот почему я говорю, именно грузинские некоторые, Гюржи Махкар, Хабахкин, Боудабют, Эляц, Асестин, Кузаха, хоть немного, но есть такие тайпы. И там целый институт, как это должно быть. Кстати, этот институт, Стубин, Ваш Олис, кто смеется там, этот же описывается, что такое же правило было и в нашей братской, как говорится, республике Ингушетии. Тут ничего такого нет. Намазоти, хадис ласоица, просченик, дацей, асхалатина сухешун. Хорошо. Это гойшен, обычно цатиолца. Националистяться, фашист, шайдаться, коло, дейл соуэл, чулгабиц, дейбочбол, камер шалете, вахоши, ночи, хонядин, идел, тейп наш дуй, наш дуй. То есть, представь до того, дать бейр, догдол, дать Аллаху, таразу, отупить, адам дуй. То есть, это дал Бог чуть дня, дать благородство, то есть, националист, цагларду и дать скишхома нах. Чир хайрчина қилч уайт илочила уж за них да цинош далушила. А таган, короче, дой вако шица гейзриш, короче, да, типа, тотана идел, да, озвож бог, да, принц войн, типа, упрекся, а наоборот, война хати ичила, хати ицершаду, и уайт иец болна, цазеда, цатяви, цинош далушила, война, дой, и на дацалуш. Какие-то, да, национализм, барсби, наоборот, сегодня садятся перед камерой и пытаются нас этим упрекнуть ногчи, идел, камну, что-то. Идел, да, что у него хабехка, наоборот, или аж трейнаш милшбухат, и бехнаш милшбуха, просто, ну, врожденный ползать не будет летать олштукцаум. Просто таким людям этого не понять, видите, они это видят. Рамзан, смотри, если мы говорим, вот если даже говорить об этой тематике, очень больная тематика, честно скажу, все, кто любит об этом говорить, возникает вопрос. И белнах в чем заключается? Если ты женился на африканке, на немке, русской, грузинке, без разницы, кабардинке, и белхулицель, возникает вопрос. Если хульбахи, тогда, извините, тогда все без исключения на Кавказе, очень редких случаев, кроме определенных тайпов, Ош Осману, Донатиатин Осман, да, Сейдуэль, да, Духуахуа. То, что если и так говорить, то это вообще не стоит даже поднимать этот вопрос, потому что, насколько я знаю, есть только определенные тайпы, которые закрытые. И не позволяет шей-тейп на рояле, кеш-тейп на цейлс. Ну, мы же понимаем, что это очень глупый, не знаю, бульварный
Это тупой логика в том, что... Я не буду осуждать людей за это. Почему? Ну, Потому что... как я буду, если эти люди посягаются на честь моего народа с целью Нет, опорочить я его? не про это говорю. А я не говорю про то это говорю. конкретно, про таких людей, которые задали себе цель очернить, опорочить мой народ. Вот я говорю про них конкретно. И думаю, все знают, кто это. Я заведу у себя эфир, правильно? Я веду у себя эфир, я прошу вас не называть нацией Шайдук Дахаш. Я рассказываю историю, мы говорим, этнографию. Не надо рассказывать вот сразу и называя какие-то там, я не знаю, соседние тайпы или народы. Давайте говорить просто-напросто. Вот. Не надо говорить, и мы здесь в этом плане мы одинаковы все. Понимаете, мы все одинаковы в плане того, что зудьяли. Мы знаем прекрасно, что хоть небольшой процент, но процент того, что хабалин зудри был, немкш бали, наш был француз бали, наш был англичан бали, наш был... Это никакого нет. Раньше просто это было более близкие. Там, допустим, мы не жили там, почти что 500 000 живут за границей. Есть кто-нибудь может сказать и дать гарантию, что никто не женится на француженке, итальянке или немке? Нет ни у кого такой гарантии. Это дело каждого человека, насколько он сделает. Но мы должны четко ограничить и говорить, ой мягкий, ой зудри, ой омар чак багай. Хабал чакер из тьес турбац, он потому что никто в этом плане, мы еще, вот, как говорится, вот это, не достигли вот этого уровня. Для нас это понятие, это личное дело каждого. Поэтому надо с этим осторожнее. Башлам, что думаешь о книге Джамлая Зелимхан Ингуши? У меня этой книги нету. Рекламу я не делаю книгам, как говорится. Когда эта книга у меня будет, когда я ее прочитаю, я вам скажу, что я думаю. Но... уже есть ошибки, которые скидывают люди мне, которые расходятся. Я надеюсь, что это вправки от самого автора, то есть от Джамлая, потому что мне присылали часть его книги и присылали оригинал этого документа. И там немножко расходится. Но я не знаю, возможно, это вот вправки самого автора, это он имеет право. Имеет право, это такое относительное понятие. Уже когда и название книги, и автор, кто у меня уже там какие-то сомнения. Ну, я не знаю. Башлам шу эрш бета гойсу малазир до и тайпан белх то у орш хазнерсун. Сунт эхин юшу это сунт сахашун везри. Я не буду сейчас говорить о ком-либо. Сахук, сахук, душуна. Милвейцу. Эрш бета барсунт. Эрш бета гойсу малазир то бахцунт эхин ацауити сунт сахашун точно. Это надо поинтересоваться. Я религиозным подтекстом очень редко интересуюсь. Но Эшбета живут... Про каких своих? Очень распространенные, разные тайпы, что аж Эшбета и Боцеш. У нас нету таких моноэтнических тейпов, которые проживают в Чеченской республике. Ох юрта, только Эшбата, и ох юрта, только Белхто. Такого нету. Арнохчи чую, куза арнохчи больше, милч юрта са белш. Мы знаем прекрасно, западные тейпы переселялись на восточные, восточные тейпы переселялись на западную часть нашей Арнохчи чую. Здесь один народ. Писать имеет право. Зачем? Если агишты ючила, агишты ячун юрт яц, эрш бьет ю сатайповый юрт. А эршта это там вообще сад, дуай, эрс, нуай, разные тайпы, что аж это не имеет отношения, он просто по созвучию совпадает. Не путайте, эрш бьет и агишты, это разные версии, как говорится, разные села версии баса. Ищ ситуацию еще. Милч Омахилч книгу имеет право писать человек про кого угодно, но нет, другой вопрос, как он ее будет писать. Да, послушайте, во-первых, интерпретация книги этого человека, поскольку он написал ее определенное время, если провел Зелимхан там, и у него были взаимодействия с соседними даже если не провел, каждый имеет право.
Он имеет право написать. Достоверно и недостоверно эта Да, книга. вот уже другой Это вопрос. уже нужно проверять, читать документы. Но еще раз я вам говорю, если этой книги у меня нету, я не стану что-либо говорить об этой книге. Но то, что есть разница, оригинал и документ реальный, мне уже скинули. Я Джамлая знаю, он неплохой парень. Каждому, конечно, по-своему, но у меня с ним не было как таковой каких-то плохих отношений. Поэтому книги у меня нету. Посмотрим, если будет. Что я могу насчет книги? Я могу аннотацию сделать насчет книги Хасана Бакаева «Зеленая новая», которая вышла. Она великолепна. Это настольная, так я скажу в кавычках, настольная Библия для чеченской истории. У каждого представителя нашего народа эта книга должна быть. Она великолепна, она хороша. И скажу честно, там не только о чеченцах. Я вам зачитывал о свадьбе Марии Темрюковны, то есть черкешенки, и царя Ивана Грозного. Это очень важно, необходимо знать. Почему? Потому что есть мнение, для чего был заключен этот брак, обоюдный брак, и после чего началась уже более развернутая экспансия на Кавказ. Вот. Было ли это выгодно черкесам, или это было выгодно Ивану Грозному, поскольку он был самодержавцем и последним из династии Рюриковичей, который правил. Его сын плохо кончил, поэтому я говорю. Дальше идет династия Романовых, а она немножко другое как бы. Поэтому нужно знать все касаемо Кавказа. Здесь речь же не заходит только о чеченцах. Вот, нужно знать историю Кавказа общую, общая картина, чтобы сложилась. Скажите, пожалуйста, если женился на одну тоже нации девушку, 7 хейтерч из ночи холи, 7 хейтерч и ночи холи Богу. Ну, послушайте, чеченские ночи, хорошо, ночи народ, ночи этнос вообще состоит по правилам патриархального общества. У нас имеет значение отец. Если отец ногчи, то и ребенок у него, даже 7 не нужно меняться, то и ребенок у него ногчи. По матери у нас нет, мы не евреи. Мы мусульмане, мы ногчи. У нас по материнской линии не идет ничего. Гергалоли на ларамхы, взаимоотношения налаживали по материнской стороне. Но непосредственно, как мы говорим, тут ничего не нужно, как говорится. Потому что какая разница между коричневой и зеленой книгой? Небольшое дополнение. Хасан Бакаев об этом написал у себя непосредственно в книге. В Фейсбуке статью. Хасан, Инстаграме. Ага. Страницы я видел, но это не его, я так понял. Просто кто-то решил хайпануть на этом. Ну, на Ютубе мой. На Ютубе есть и в Фейсбуке есть. Но активно он ведет в Фейсбуке, я знаю точно. Там я вижу очень часто он периодически. Он сам этот свой Ютуб канал рекламировал, что Кузах иди в душе. Типа сюда. Это Нохчи Волца канал, да, кто рекламирует. Ну, что с ним произошло? Интересно, что автор книги Зелимхан Ингуши, чтобы написать целую книгу? Не знаю, я не читал Давайте книгу. не будем про это. Не задавайте мне вопрос об одном и том же. Я вам сказал, я не знаком. Рекламировать книги тут Если вы спрашиваете о новой истории, если вам интересно о новой истории, я вам говорю, читайте книгу Хасана Бакаева, Ильяса Сигаури. Есть у нас целая республиканская комиссия по Чеченской республике, которая выпустила книгу, я вам показал, «История чеченского народа». Там тоже очень много материала об истории нашего народа. Поэтому книги, кто был у меня в последнем эфире, я вам видел, наш брат Лема, так сказать, задонатил хорошие книги нам для эфиров, и там очень много материала, и фотографии великолепные, и даже карта есть. Поэтому мы будем публиковать, да, лучше, как говорится, будем представлять, да. Свой эфир даял шлечки, что. Это уже интересная история, короче. Мудрый, каждый день, короче, я думал, больше ничего меня не удивит. Короче, охнардуй, то есть, чем больше национализм, Нацизм.
нацизм. Да, нацизм, национализм, там такая тонкая грань. Вот. Да, потому что нет, ну, тонкое, не тонкое, здесь есть четкое понимание. Если мы говорим конкретно о национализме, национализм есть умеренный, крайне радикальный, а нацизм это когда ты возвышаешь себя над всеми. Это с этого, в принципе, и начинается. Если есть возвышение себя над всеми, то это уже все, это грань. Это вот как раз относится к этой тематике по особие больше, дайскующей горе. Это вот есть. Там мы насчет А этого, насчет... как назвать то, что все свои беды ты приписываешь чеченцам, которым никакие отношения чеченцы не имеют? Во всем видишь Это заговор. уже не нацизм и не национализм, это дебилизм. Во всем ты видишь заговор. То есть даже это специально сделали Я чеченцы, еще раз захватили говорю, деньги. это можно только одним термином. Дебилизм, нардизм, называй как хочешь. Ёлку, представь, там тратят свои какие-то, и так у них нету этих средств. Еще я просто примерно говорю, цахал аж болща. Представь, ради того, чтобы нагадить вот чеченцам, таскают каких-то людей, покупают им билеты. Вот Но всякую. это вот, честно сказать, вот... Мне жалко этих людей, клянусь. Ну, это все проблем, что я честно, это их карман, это их финансы, пускай тратятся. Башлам, правда, что говорят, типа слово чеченец идет от тайпа цечо, мол, впервые, как встретились русские в Чечне, были цечоевцы, и, мол, от этого они остальных называют. Ну, я бы не против, чтобы это было так, но это неправда. Это цечо, Это да, шум даст. да. Но была такая версия, но это неправда, конечно же нет. Версия очень... Есть тут 2-3 версии насчет чачан, цацан, от осетинского, от кабардинского это название взяли. Но ни в коем случае не от этого. И отселение Чечен-Аул. Вот эти версии, которые есть. Версия есть более ранняя. Считается, что об этом написал кандидат исторических наук Хизриев Хаджи Ахмедович. Он написал о том, что вот сасаны, от названия сасан, вот, у персидского названия сасаны, есть такая версия. Есть еще версия цицен, типа чечен. Вот, ну, версий много, но основные, самые главные, я вам скажу, это вот название. А нахчи это уже самоназвание. Мы не говорим о самоназвании. Мы говорим те, как пришли, начали изучать. Нас же никто не называл Нахчи, Чечен. Чечен Дюйчдер. Чечен Дюйчдер, не Нахчи. Нахчи это самоназвание. Это, то есть сам народ себя как называл. Я перепутал. Вот, это одно, как говорится, другому. Ладно, давай, брат, о эфире. Не буду вам мешать. Хорошо. Хорошо. Так. Почему не поддерживали Кунт Хаджи, Нохчи и поддержали имама? Это неправда. У Кунт Хаджи было огромное количество сторонников. Об этом мы говорили с Исруапилом тоже в прошлом эфире. Это неправда. У него были огромное количество сторонников, его приверженцев, поэтому это недостоверная информация. Что касается, не забывайте, имам Шамиль появляется чуть раньше. Имам Шамиль создает теократическое религиозное государство, основанное на шариате. Он и политический, и духовный лидер этого государства, и Чечни, и Дагестана. А Кунт Хаджи не был таковым. Кунт Хаджи был религиозным, непосредственно духовным лидером. И Кунт Хаджи был, и Ташу Хаджи Саесанский был, и много других олия, которые были на территории нашей Родины. Прошу, не путайте это. Тут разные вещи. Хотя Ташу Хаджи, он призывал к Газавату, сам был знаком и с Гамзатбеком, и Гази Мухаммадом, и с имамом Шамилем. И несмотря на это, он был религиозным деятелем, он и воевал, и был найбом. Кстати, он считается, что именно Ташу Хаджи был имамом Чечни до того, как пришел непосредственно имам Шамиль. Я еще слышал версию, что Цвечу и Мелхи были два брата после того, как разбили одну деревню чеченцев, монголы, то у матери одной сын лежал. Да, это есть, это легенда, я слышал ее, Мелхист. Я слышал об этом, поэтому
Легенды очень... У нас очень много легенд, всем верить, это, конечно же, я не могу не отрицать это, но это легенды. Вот, поэтому есть такое, да, есть такая легенда. Но Мелха это неотъемлемая часть Нохчи народа, это Нохчи Тейп, Нохчи Тухум. Тут никаких сомнений нету вообще. И никогда не было. Если и появились такие, но это уже только тогда, когда образовались две республики. Ни больше, ни меньше. Устаз. Ну, я, Берланд, я не буду утверждать, что касается религиозной тематики, это уже нужно обращаться к муфтият Чеченской Республики. Я могу говорить об историческом контексте, а так утверждать только в историческом контексте. Я прошу сразу уже, чтобы религиозная тема у меня не шла. Я не знаю, что религиозный деятель вашу, поэтому прошу только вот по историческому направлению, или географии, этнографии, это понятно. Но я не хочу религиозную тему поднимать. С этим вопросом, пожалуйста, 31 декабря я провел в трауре, потому что с Нейношви на 31 декабря 1994 года для меня это не праздничный день. Поэтому прошу такие вопросы мне больше не задавать. Для меня это трагичный день. Ну, по своей необразованности. Многие путают, ни больше, ни меньше. Люди должны быть образованы, люди должны быть начитаны. Если бы чем больше бы посещало бы наши паблики, исторические, блог, подписывались, многие бы узнавали бы про тейпы и все остальное. Но люди же в основном что любят? Comedy Club, этих крякушки всякие там и так далее и тому подобное. Поэтому я вот такие... Они знают все про это. А что касается нашей истории, что этнографии, географии, о единстве нашего народа. Аух нохче бой, панки серкистинч нохче бой, Казахстане да было нохче бой, Европе да было нохче бой, нохче тейпны, что вот этого, поэтому они об их жизни все знают, о своей истории не знают. И причем они не стыдятся, что не знают. И многим кажется, что знать свою историю, свои традиции, географию, этнографию, культуру. Вот это вот, если так получается, санен хуай хакуай бу, пхамтуай бу, нихлуай бу, варандуай бу. Үш санен хуай бу. Вот именно все четыре, они вот. Ю خسويرت خلات خسويرت أهلات شدولات نقشش لات خلدو خسويرت ويقوالنياتي в честь Хасава, князь Хасава, в честь него палили. По крайней мере, официально так пишут. Про дополнение в книге Бакаева. Я недавно прочитал эту книгу, теперь вышло с дополнением. Мне придется заново всю книгу читать. Нет, конечно. Зайди в оглавление, прочитай, когда увидишь что-то новое, вот и все. Новое зачитаешь и все. Там Хасан в Фейсбуке указал, что какое дополнение новое появилось. Поэтому что да. Конечно, задавайте вопросы.
Надо позиции менять. Если не менять позиции, то цан аудавизин. Акад мовилась уже. Так. Башлам ханин решен Аллах геч дуэл. Йосмани хаш уатсуну да лазаху да иресхил. От первого издания оно отличается тем, что я внес в книгу новую главу. Я внес главу о нахчийцах, бунтарках, значительно расширил другие главы. Тираж тоже не по нашим меркам весьма значительный, 1350 экземпляров. Вот. Хочу сказать, что в моем распоряжении имеется лишь один сигнальный экземпляр, и весь тираж находится в Чечне. Хасан, я сейчас перезагружу. Час у нас закончился, мне нужно перезагрузить, и мы продолжим эфир. Я вас очень прошу не теряться. Хасан, салам маршалду, Аллах дересхил. И я зерна, книга у меня есть, я всем анонсирую, зачитываю тех, у кого нету этой книги, понемножку. Поэтому не теряйтесь, подписчики, я перезагружу, и мы продолжим эфир. Я вас очень прошу. Мне очень приятно, что вы все в эфире, не теряйтесь. Сейчас я перезагружу, и мы продолжим эфир. Дорогие друзья, не забудьте ставить лайки и подписаться на канал, кто еще не подписался. Баркал, всем спасибо. Так, в первой части нашего эфира побывало 800 человек, что радует, конечно же. И что очень радует, надеюсь, нас не будет меньше, хотя я понимаю, я так понял, он ответил через YouTube канал. Трансляцию, YouTube-трансляцию. У нас эфир идет через непосредственно Instagram. Не забывайте, что наш эфир автоматически транслируется на Фейсбуке. Ва алейкум ассалам. В Фейсбуке, Одноклассниках, ВК, то есть во всех социальных сетях одновременно, и плюс радио. Это интернет-радио, само собой. Это благодаря нашим братьям, подписчикам мы максимально пытаемся распространить, рассказать о нашей истории, вне всякого сомнения. Все интересные и важные моменты, которые есть в нашей истории, мы будем, не меняя ничего, альхамдулилlah, шамсуды, публиковать и дозированно, как говорится, выставлять в эфир. Ну, не в эфир, а делать тексты. И еще задонатил один брат. Аллах дал саадуэл булдиснек эзашка соудолил везендерокунде. Башлам нохчиша эцлемниш каха и баунаш йоцер кишей дахаря хума цейни. Че у нас такой мертвой цивилизации была в горах? Кто говорит, что ничего не было? Это
Это неправда. У нас есть захоронения, у нас были разные строения. Ну, вы же должны понимать, начиная со времен, это даже не царская Россия, со времен Тамерлана все фактически, не оставляя ничего, было уничтожено. У нас была Сим-Сим, как метрополий был непосредственно, где сейчас ныне находится Гудермес в этой части. Много чего было, но войны, бесконечные войны уничтожают все. Мы же не какое-нибудь такое островное государство, чтобы оставалось. Вы посмотрите, какая древняя цивилизация была у Египта, какая древняя цивилизация была у Греции, у Древнего Рима. У них тоже, в принципе, были намного круче и разные архитектурные здания. Но что осталось? Из-за постоянных войн разрушалось. И вот, а с учетом того, что наша территория не такая большая, но столько войн повидали. Вы представляете, сколько здесь сменились? Сарматы, скифы, амазонки, киммерийцы, монгольское нашествие, татаро-монгольское нашествие, Аланское царство, Хазарское царство. Вот. Это только то, что это албанское государство. И все время за Кавказ, поскольку это геополитическое, стратегическое важное место, всегда были какие-то войны. Прохождение шелкового пути, то есть вы сами должны понимать, ряд вот таких процессов, исторических процессов носит непосредственно много, само собой, гунны. Это я уже, как говорится, я могу что-то пропустить, и это не обозначает, что этого не было. Нужно с этим, конечно же, считаться, нужно знать, что все эти процессы были на нашей территории. Это имеет последствия, конкретно последствия по уничтожению. Я уже не говорю о том, что уже происходило после, во времена царской России. Есть же целые, прямо как и художественные исследователи писали, как расстреливали пушками башни. Все это есть. Гунны, гуной никак нет. Гунны были монголоидной расы, а гуной это чисто нохчи-тайп, европеоидная раса, кавказиоидная раса. Хунну, это, кажется, с юга Китая, он с этой области. То есть это даже разные расы, не то, что нации разные. Гуной не имеют. Хотя некоторые ученые пытаются к ним. Ну, ученые как это тоже. Я слышал, кумыки эту версию очень сильно продвигают, что якобы потомками гуннов являются некоторые кумыки. Не знаю, насколько это подтверждено, но я чужой историей не увлекаюсь и не хочу, честно сказать, влазить, ибо не допускать больших каких-то ошибок. Вот. Нам бы заниматься только своей историей. Ибрахим вернулся со своим YouTube-вещанием. Ибрахим, ты должен был сразу подключиться. Здесь через каждый час мне нужно обновлять, загружать новый трафик. Ты же знаешь это, так что не теряйся. Башлам, я знал. Кумык, он говорил, они потомки гуннов. Я же говорю, есть такая версия у кумыков, они говорят, некоторые говорят так. Некоторые говорят, что потомки киммерийцев говорят, гуннов говорят, куманов говорят, половцев говорят. Поэтому, кстати, есть такая книга «25 лет на Кавказе», очень понравилась, второй том этой книги, пока не нашел. На первой, так, и кто-то еще задонатил, огромное спасибо. Огромная благодарность всем моим братьям, сестрам, которые донатят и помогают. Еще хочу, если кто-то подписан на Исроапила, скажите ему, что вот на этом канале проходит прямой эфир, если вдруг он не знает. Он подписан на наш второй канал закрытый. Я не знаю, подписан ли он на этот канал. Кто-нибудь запрос или наш прямой эфир отправьте ему в директ, чтобы он знал, что у нас идет эфир. Я вполне уверен, что у Исроапила есть еще что рассказать, поскольку то, что мы пообщались в последний раз, очень много материала у него со времен Султанмута. И по его полевым материалам, которые лишний раз подтверждаются, говорится о том, что Султанмут был принят и имел очень хорошие взаимоотношения с чеченскими нохчи-тайпами, и они друг другу взаимопомогали. Да, я с Ютуба зашел, он скинул там ссылку. Знаем, четко работаем.
Всем ютубовским братьям, сестрам салам маршал. Ассалам алейкум, Башлам, я был тут. Ва алейкум ассалам. Это очень хорошо. Вот. Книги, конечно, я еще не все, но я показывал книги, которые... Вот «Кавказцы», книга непосредственно «Кавказцы», вот, Броневского. Вот его карту я ищу, никак не могу я найти, но да, ага, у меня она была, я немножко, так сказать, оплошал и потерял его. Ну да, я надеюсь, Шамиль обещанное сдержит, у него есть книга, ну, у его знакомого есть книга, и он, конечно же, достанет нам карту, и вместе с книгой Броневского, если будет карта, она очень полезна. Башлам, а правда, что почти 90% все тейпы из Насхоя вышли? Нет, неправда. Неправда, Борз, это неправда. Если ты имеешь в виду нахчмахкоевские тейпы, это вполне вероятно. Но не забывайте, не все тейпы называются ичкеринскими, то есть к Тухуму относились. Вот. Это непосредственно правильно. Вначале они были ичкеринским тухумом, потом они стали нахчмахкоевским тухумом. А так нет, конечно, и в Галанчожском районе, и в других местах и в Шатойском, и в Тумкалинском скрывались. И говорить однозначно, ну, что вот именно сохранилась часть, и вот это основное сохранившееся ядро скрылось в Нашхе, это правда. И я думаю, что вот эта гипотеза Нашха именно относится поэтому к этому. Называется, потому что вот после Тамерланова нашествия в основном тот, кто сохранился в Нашхе, это были вот большое количество, которое скрылось, это было именно в Нашхе из-за этого. Вот. А так, кто был в Нашха, это Галанчожский район, кстати, вы можете убедиться сами. Место просто настолько реально крутое, магическое, я бы сказал, больше мистическое место. Это вот прекрасное место. А все остальное, начиная от Чеберлоя и заканчивая непосредственно Галанчожским районом, это исконно нохчие земли, и всегда были, есть, и поэтому там проживали наши предки от А до Я, и тут нету никаких плоскостных тейпов, у нас нету, и не может быть их. Названия, которые получили после, это уже... Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Сейчас, подождите. Уважаемые мои друзья, подписчики, еще раз я говорю, я никогда в жизни никого сам не звонил, не приглашал. Телефон, да, приходите ко мне в эфир, я не говорил никогда. Все гости, включая с Ингушетии, с Осетии, с Черкесии, с Дагестана, все, кто заходил и отправлял запрос, я их принимал. Я вас очень прошу, не надо ко мне приписывать и забирать мои грехи. Поверьте, вам не в силу будет их нести. Я этим не горжусь, но не берите на себя грех, не говорите того, что вы не знаете. Я никого не звонил, не заставлял, и у меня привычки нету такого, чтобы назвать чужие тейпы чеченскими. Или чтобы они называли себя Нохчи. Нохчи народ прекрасно знает, кто он есть. И нам хватает тех своих Нохчи, которые себя считают таковыми. Кровью и потом эти тейпы, этот народ заслужил свое имя, и мы знаем, каково это. Еще раз, я никого не приглашал. Тот, кто пришел, отправил запрос, я их принимал. И этот тейп, который был, который раскинули, все начали говорить, что я хотел, чтобы назвали. Я слова не говорил ему. Он зашел, хотел поговорить об акинцах.
Но мы говорили об ауховских акинцах, которые притворяются там другими отдельным народом, о нем мы говорили. Поэтому и этот парень сам, Мухаммад Умалатов, кажется, его звали, вот, он из Валерика, из Тайпа Ивлова, он сам зашел ко мне в эфир. Поэтому не надо говорить, что я позвал или я хожу за какими тайпами. У меня нету такой идеи. Нету. У меня никогда не было такой идеи. Я считаю, что Нохчи по Серноводскому, вот граница Серноводский район, все, что по правую сторону Фортанги, это Нохчи. Все, что по левую реке Фортанги, это Алла. Все. И мы должны заниматься своим. Чужим мне дела нету. Поэтому я вас прошу, не сочиняйте, не пытайтесь плакать, за моей спиной договаривать, что я говорил или делал. Не берите себе грех на душу. Это в основном исторический паблик. Да, мы здесь рассматриваем какие-то резонансные общественные вопросы. Вот и все. Фортанга общая суета. Ну просто, я не знаю, почему-то СЛ. Я вообще слово там даже не говорил. Он зашел, человек задал вопрос, другой человек с ним общается, и все. Неужели есть люди в ВУЗе, кто себя считает не чеченцем? Ну, там есть одни, которые боятся, показывая лицо. Но не знаю, это нарнийцы, которые прикидываются, по крайней мере. По левой башлам, бисан, комах, беш, мабу. Юсуф Кело, давай так скажем. Все, кто по левой, они сами имеют право выбирать, как и кем. Я говорю только за свой регион. Я хочу, чтобы вы понимали мою позицию. Моя позиция такова. Что касается нас, мне интересно. Мне это интересно, я буду говорить и буду обсуждать. А все, что за, я не буду. Послушайте, я говорю про субъект федерации. Это Ингушская республика, это субъект Российской Федерации. Это Чеченская республика. Поймите, я говорю о субъектах. Народы могут жить, какие хотят в этих субъектах. Я про это не говорил. Столько лет живу в Дагестане и не слышал такое, что акинцы считают себя не чеченцами. Эзам, ваша... Есть там пару человек, которые притворяются, бегают. У нас в селе есть дед, ему 101 лет, хороший историк, много чего можно научиться у него. Башлам, с ним много полезного узнаешь. Хах балбяш. Бяш далил шу и вок такше мангал туш. И брат Ахмед Гендергноевский задонатил. Ахмед дал Сайл, Адонат дал Духуахуэл. Огромное спасибо за поддержку. Свой Донбасс у нас. Да, конечно, у меня есть эти книги. Я же показывал. Да, новая книга Хасана Бакаева. Настольная книга должна быть для каждого чеченца. Она просто великолепна. И монография есть Хасана. Почти все последние книги Хасана у меня есть. Башлам, как думаешь, скоро увидим первого чеченского космонавта? Я хочу надеяться, что скоро. Но посмотрим, время покажет. Для того, чтобы стать космонавтами всем остальным, нам нужно сломать многие стереотипы, нужно учиться, размножаться и жить по-человечески. Башлам, если мы, как весь народ, только поздно приняли ислам, значит, мы все эти арабские слова только в последние 200... Нет, неправда. Есть материалы, которые указывают, что с 9-10 века наш народ начал принимать ислам. Другое дело, что некоторые
горные наши части очень, так сказать, медленно он продвигался. Но это не только у нас. Будьте спокойны, потому что Дагестан принимал ислам с 8 по 15 века. Это официальная информация, вот и считайте. То есть 700-800 лет принимал Дагестан ислам. Ничего удивительного нету в том, что чеченцы принимали его тоже долго или недолго. Еще раз я говорю, паблики, то, что на Лаудаева ссылаются и все остальное, это можно. Башлам, а правда, что Гудермес был раньше столицей Чечни? Ну, не могу сказать, что он был столицей Чечни, но что столица Сим-Сим, вроде бы называлась до монгольского нашествия, вполне возможно. Была ли это столица всего объединенного нашего, как говорится, народа? Однозначно сказать я не могу, потому что карты, особенно грузинские, указывают немножко иначе. Дзурдзукетию или Кистетию, когда указывают, он иначе указывается. Но есть одно. Как ни странно, у Броневского, если я не ошибаюсь, и ссылки есть на него официально, говорится, что даже Майртуб, называется Майртуб, это кистинское село Майртуб Алдаязин. Ссылку я вам скидывал. То есть есть такие информации, насколько мы все знаем, где находится Майртуб. Это уже Курчелойский район, если я не ошибаюсь, да? Вот. И, как говорится, Луамаро, Сим-Сим откройся. Вообще не смешно. Вообще не смешно. Вот если ты хочешь про Сим-Сим откройся говорить, можешь рассказывать про Гургала. Не нравятся такие сравнения, тогда не рассказывай чушь. Не пиши чушь, потому что сейчас тебе ответит и начнется вот эта тягомотина. Вот. Сим-Сим откройся или не откройся, это уже не тебе судить. Башлам, как думаешь, может чеченцам Дагестана стоит забыть об Аухе? Имею в виду, что нет, не стоит. И никогда ауховские чеченцы, Ауху, они забудут о своей исторической родине. Они там проживают тысячи лет, из чего вдруг они должны забывать об этом? Скажите мне, на каком основании? Там захоронены десятки тысяч представителей нашего народа, из чего вдруг они должны забывать о своей исторической родине. Пускай восстанавливают свой район, живут, никто ничего не говорит, в мире, в согласии. Но забыть никто не забудет. В таком критическом высказывании об Аухе не стоит. У Мартина очень богатая история. У какого Мартина? Майртуб. То, что наши предки давно в исламе, говорит о том, что насколько они были умными и достойными людьми. Альхамдулиллах. Да, вот. Поменяем позицию немножко. В Серноводске, Асиновке есть очень интересные материалы. На последнем со мной работают, сотрудничают, так сказать, серноводские представители, как говорится, этих сел, Серноводск и Асиновка. Я очень рад. Я Новый год не праздную. Лоамаро. Возраст у меня не тот уже. Давис икы эмни целух шхетташ войнохчи история хетташ. Башлам Чейр скоро будет отмечать столетие автономии.
согласен, что современное чеченское государство берет начало именно... Ну, я думаю, это официальный праздник Тамерлан 2018. То есть по официальным датам. А так, столетие это, как говорится, время, как говорится, создания государственности, правильно ли это будет? Ну, да, в принципе, как государственность, может быть, но поскольку пока так правильно будет. Да, арабские слова, это ничего, как говорится, нету. Что чеченцы в разные времена приняли ислам, и немало во время шейх Мансура. Во время шейх Мансура не принимали ислам. Шейх Мансур просил, и Бер-шейх, и шейх Мансур просили возродить ислам. Ислам в то время был уже о возрождении, о том, чтобы это калдахкана, чтобы люди прислушивались к исламу. Не стоит путать одно с другим. Шейх Мансур, что он там, язычников, что ли? Он же не воевал против язычников, никому не навязывал. Нет, конечно же. Шейх Мансур был мусульманином, и он призывал непосредственно к тому, чтобы возрождали, оживили ислам. Понимаете? Вот о чем речь. Симсар Яцарь из Симсар Ярк. Нет, там было написано Сим-Сим откройся, Цундер Алираси. Симсар Ол, Сим-Сим Ол. Если я не ошибаюсь, у меня есть одна карта. Ну, приблизительно, как она выглядела. Сейчас постараюсь показать. Вот, чтобы было видно. Надеюсь, всем видно. Видите? Так. Башлам. А почему большинство чеченских сел русские названия? Да потому что в основном чеченские села были стерты с лица земли, сожжены. Причем некоторые села и по 7, и по 10 раз были сожжены. И после того, как начали возрождать, власть была уже в руках царской России, они дали русские названия. Поэтому называли. А сейчас при поддержке непосредственно руководства Чеченской Республики, парламента Чеченской Республики, огромными силами, тейпами, силами точнее, возрождаются исконно чеченские названия. Поэтому Жим-Жим все понемножку возрождается, восстанавливается. И районы называются в честь национальных героев чеченского народа. И названия сел возрождаются. Все тюркские, русские там, и так далее, которые тоже переименовали когда-то исконно чеченские села, будут уходить. И да, иншаллах, все чеченские исконные старые названия будут возвращены. Вот мы, по крайней мере, видим, об этом говорят. Я слежу за вот этими, время от времени мониторю касаемо исторических названий, когда делают, в основном этим занимается спикер парламента Чеченской Республики. У них бывает там на заседании переименовали, или там как народ там проголосовал и так далее. У них бывает в мониторю, и я вижу тенденцию, меняется в лучшую сторону, и меняется название сел. Ну, точно так же мое родовое село, которое в советское время было переименовано в Комсомольское, хотя с 1806-811 года это селение называлось Берткел. Ну, потом его переименовали в Комсомольское. Мы видим, наконец-то вернулось историческое название, и оно является сегодня таким же, каким было во время возрождения, то есть становления только этого села. И все понемножку меняется в лучшую сторону. Поэтому
Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Но это не от меня зависит. Через каждый час нужно обновлять, из-за этого обновляется. Каждое обновление я перезагружаю, и мы заходим снова и снова. Поэтому. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Ну, не знаю. Вопросы. Какие вопросы, такие ответы, как говорится. Наверное, Жим, да, Йорши Воша, ДРС, в последнее время сахара очень сильно скачет, а так пытаемся, делаем все, что можно сделать, да, мула. Но арабский язык распространялся через религиозных деятелей, оулия, устазов, поэтому он очень быстро распространился. Это и считается, что они были непосредственно, как говорится, учеными, алимами они были, и распространитель, интеллигенция была в то время. Так вот. ДРС Хил Вижни. Конечно, сейчас. Дорогие друзья, не забудьте ставить лайки и подписаться на канал, кто еще не подписался. Баркал, всем спасибо. Сейчас.
Сейчас. Я вроде бы ее показывал, но периодизация этой книги с 50-го, это получается 70 лет. 70 лет это с конца 18 и до начала первой половины 19 века. Книга сама напечатана в 1823 году. Это первая половина 19 века. Вот эта вот книга. Она есть разные версии. Я, честно сказать, является ли он двухтомником? Здесь просто не написано первый том или нет. Здесь вполне возможно, что это сама книга один том. Кумыки аксайские. Вот. А та книга, которую я вам показывал, которую написали в основном, мы вам показывали, которая является очень интересной, очень... Вот здесь непосредственно то, что я вам показывал. Вот, древняя история чеченцев Нохчи. Это тоже книга очень интересная. Здесь просто рецензенты, очень сильнейшие рецензенты. Так, 3, 6, 8, 9 докторов. Из них 8 докторов исторических наук, 1 филологических наук. В основном это грузины, есть 1 украинец, есть 1 армянин и 1 нохчи. Остальные все грузины, вне всякого. Здесь очень много интересного, конечно же. Вот эта книга из ряда вот как раз таки, как и очень сокращенная версия, конечно, этой книги. Но она, как и книга, вот то, что я говорил, которую мы берем, черпаем, она такая, вот, не тоненькая, такая же вот. Не скажу, конечно, она сходна с Хасаном Бакаевым, книга Хасана Бакаева, которая является одной из последних достояний нашего народа и доступная, главное, по цене доступная, насколько я знаю. Мне сказали, что она стоит 800 рублей, и все, кто не увидел ее, спрашивали, какая. Вот смотрите, вот такая она, зеленая книга, такой масштаб. Есть и первая версия этой книги, я вам показывал ее. Вот. И у меня очень много в директ написали вот ту самую книгу, которую я в прошлый раз очень много показывал. Эта книга очень такая старенькая книга. Вот эта книга «Ингуши и чеченцы», труды Терского общества и любителей казачьей старины. Вот именно так она называется. Книга 1900, это начало 20 века. Я просто-напросто очень сильно рад, что эта книга есть, потому что здесь эта книга как раз-таки является таким описанием периода окончания, я бы сказал. И смотрите, допустим, одна из глав, которая здесь есть, смотрите, 1859 год, января 14, номер 6. Кулары, вы не исполнили моего приказания в том, что не выехали на Арбах помогать бедным, вновь покорившимся чеченцам, тогда как для этого доброго богоугодного дела явились арбы из всех аулов, даже из теречных. Этот ваш поступок требует для вас большого наказания. То есть здесь даже есть имена, даже видите, как сменить вашего доброго старшину Батуку, то есть Батуко, и назначить старого Гамбулата. Он вас научит порядку. То есть вот имена прямо здесь есть. И почему они написали января, я не понимаю. Января 22 января. В то время, походу, еще январь описывался вот таким как-то вот. Здесь я многих чеченцев спрашивал, это января 27 номер, я многих чеченцев спрашивал, читают ли вам мои бумаги, которые я прислал
в продолжении 1855, 1856, 57, 58 годов в каждый аул о том, как должен жить народ, не отвечает, что никто не читал. То есть это отношение Наиб Саадулла, я очень недоволен, что приказанные мною остаются нечитанные народы. Послушайте, уважаемые мои подписчики, о том, что Саадулла был покорным и так далее и тому подобное. То есть были официальные книги, документы, которые отправлялись на протяжении 55 до 53 года подряд, отправлялись документы, чтобы были зачитывать на покоренных селах, то есть подконтрольными царской России, и Саадулла их просто-напросто не зачитывал, и люди говорили, нам их не читают. Они были де юра под царской властью, а де-факто они являлись свободными, то есть жили как жили. Я очень недоволен, что приказания мои остаются нечитанными народу, и вследствие того прошу вас потребовать к себе из аулов старшин, мул и стариков и приказать им, чтобы бумаги, которые от меня получены в аулах, читались бы народу каждую пятницу. Вас же прошу наблюсти, чтобы это мое приказание было исполнено, или вы лишитесь места. Понимаете? Или вы лишитесь места. И это указание, то есть вот отношение непосредственно царской России отношение к Саадулле Гихинскому, то есть то, что он не выполняет указания, это говорит о многом. Все нищие тавлинцы, имеющие хорошее здоровье, а между тем ходят по крепости Грозной, просят подаяния, с настоящего времени будут арестованы и сажаться в яму, о чем объявить по народу и предложить, чтобы они старались по возможностям бедных людей удерживать у себя для работы с вознаграждением за труд. Послушайте, один из указов, это 1855 год. Как вам такой указ? Никто из чеченцев не должен отлучаться из аула в другой аул, станицы или крепости без спроса у старшины. Вот такие вот. Послушайте. Самое интересное, то есть те, которые пишут, чеченцам было запрещено передвигаться, а кому было разрешено? Тавлинцам разрешается свободно ходить по всем чеченским аулам, покупать хлеба, иметь ночлеги в аулах. Если же в аул будут пропадать лошади тавлинцев, то аулы должны отвечать за пропавших лошадей по стоимости таковых или выдавать воров. Как вам такое? Представляете, какое отношение было к чеченцам и какое отношение было к тавлинцам? Это во времена Кавказской войны. Не забывайте об этом. Вот. Евроингуш. Данахта حنيعتي يسخايون أرتشون بلاتن يا حيت تأقيمل حنيعتي يسخايون زلوي إيزين يا حيت Руслан Бузуртанаун я хаит царь айта хай донат. Я как-нибудь без твоих донатов обойдусь. Ты за это не переживай. Вот, веди себя культурно, здесь до тебя дела никому нету. Поэтому тавлинцы относятся, здесь как раз таки тавлинцы говорится о дагестанцах.
о дагестанцах. Там много моментов интересных. Ва алейкум ассалам Ауховским Берзлай, Берты. Асит Собордел, Асит Хазал, Хазла. Пошел. Домой. Домой, Ваня, домой. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракату. То есть, если мы как-то могли, нам запрещали передвигаться между селами, то тавлинцам разрешали. И если у них пропадет лошадь, то должны были вернуть. Представить, да, какое отношение было к чеченцам и какое отношение было к другим остальным. Три основных причины. Ну, наверное, в первую очередь отношение народа к своему, то есть отношение имама к своему народу и его ставленников. Второе, изменение главного статуса имама. То есть, если имам был вначале духовным предводителем, то в конце он становился фактически одним из фактически единоличным правителем. Третье, что можно было бы сказать еще о третьем? 1,3 умноженное на 1,3 приблизительно... Освободился. У меня там, походу, там своей жизнью живет телефон. Он живет у меня своей жизнью, поэтому... От Рустама Вахаевича. Рустам Вахаевич задонатил. Рустам, Аллах дал сей дуэл. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Вот. И салам маршалду с Ауха. Вот такой вот донат. Ва алейкум ассалам. Донат непосредственно Хакачишум. Вот. Это вот отправили вопросы со стримом. Мы ответили, как говорится, на вопросы. Ва алейкум ассалам. Поэтому третий вопрос и заключительный Урарту Соборде, значит, это у нас есть. По Урарту нужно в основном зачитать документы, которые есть у Хасана Бакаева. Нужно смотреть там. Третья, последняя причина – нескончаемая война, которая была у нас. Села, которые сжигались, население, которое уменьшалось ежедневно. Вот это третья причина того, что война была проиграна. Заблокировали мою страницу, кто-то из вас пожаловался. Адвокат прокурора, с чего ты взял, что кто-то из нас пожаловался? Это вообще очень интересно, конечно, но ты очень сильно ошибаешься. Из чего ты пришел ко мне на страницу, чтобы сказать, что заблокирована твоя страница из-за нас? Вот и все. От Кавказской войны больше всего пострадал чеченский народ. Вне всякого сомнения. Больше всего. Потому что были огромное количество тейпов в восточной части нашей родины, такие как биноевцы, зандаковцы, вот и в восточной части ушли мухаджирами на Ближний Восток. Другая часть была переселена на плодородные плоскостные территории Притерича. Поэтому я думаю, это непосредственно имеет значение. Потеряли ли мы территориально? Вполне. Потому что до того
до 1921 года ауховские земли не входили в состав Дагестана. Они относились ближе к чеченцам. Вот, и поэтому ни больше, ни меньше. Что касается населения, об этом, конечно, идет спорная версия. От полумиллиона осталось 220-230 тысяч. Ни больше, ни меньше. Вот, поэтому причины я вижу в этом именно. Ну и плюс ко всему огромные причины, что огромный кластер наших национальных героев мы потеряли во время Кавказской войны. Возьмем Байсангур Биноевский, Бойсхар, Талхиг, Батуко Шатоевский, Айса Гендригноевский, Удимулла, много-много, Ташухаджи. Их просто огромное количество, всех и не перечислить. Саадулла Гихинский. Их очень много, и это для нас огромная потеря. Поэтому я надеюсь, что мы извлечем из этого ошибку. Для нас трагедия это не просто так, как говорится, адвокат прокурора. Мне вот интересно, вот здесь сейчас никто не говорит о тебе и вообще о ком-либо. Вот ты зашел, рассказываешь нам про огонек, про Новый год. У тебя проблемы? Вот скажи мне реально, вот у тебя проблемы? Понимаешь? Если у тебя проблемы, то я не знаю, у тебя реально проблемы. Ну, пойди напиши в прокуратуру Республики Ингушетия: я против новогодних елок, огоньков и так далее и тому подобное. Ты зашел на чеченский паблик, где здесь сидят, говорят о чеченской истории. У тебя, походу, проблема, комплекс, да, у тебя, я не знаю, внимания никто не обращает, или что у тебя? Я не знаю, ты адвокат прокурора ты или нет. Если это Адам, который я знаю, Адам, реально, не позорься, я тебя прошу ради Аллаха. Ты вроде взрослый человек, зашел, такую ерунду здесь несешь. Ты реально как ребенок себя ведешь. И мне стыдно за тебя. Ваши жалуются, наши. Да нам дела нету до тебя. Тебя никто не оскорбляет. Ты реально ведешь себя как ребенок. Я тебя предупреждаю. Я просто тебя за эфир выведу и все. Разве мы здесь говорим об Ингушетии или о тебе, или о ком-либо? Ну не плачь ты, что ты, как, я не знаю, как ребенок себя ведешь. Башлам, как тебе такая версия, что тавлинцы, стукачили, были шпионами, вынюхивали положение вещей чеченцев? Не знаю. Не знаю, я вам зачитываю, алейкум ассалам, зачитываю официальную версию. Так вот, что я хотел сказать. Почему трагедия? Трагедия для каждой семьи чеченского народа. Послушайте меня, уважаемые. Трагедия каждого чеченского народа, ну, я все, честно сказать. Сейчас я тебе все. Домой. Трагедия была почему? Потому что, не забывайте, возьмем одного из наших национальных героев, Бойсхар. Фактически все братья Байсангура Биноевского, ну кроме их потомков, погибли, начиная от первого имама, имеется в виду непосредственно, который был в Дагестане, Гамзат Бека, Гази Мухаммада и имама Шевинова, почти все мужское население погибло, воюя за это. Воюя за независимость, за свободу. Не за силу воюя, а именно за свободу. Это сколько их было? 8 было, 9 было, 7 было. Это трагедия. Это огромная трагедия. И таких семей было очень много. Огромное количество. Оставались дети, оставались сироты, немощные оставались. Понимаете? Поэтому
Как их воспитывать дальше? Как им передавать все знания? Как им... И не забывайте, что были же, я же говорю, каждый тейп из горного Алруай, Бальзанткуай, Бейнуай, Энгнуай, их разбрасывали, из гор их просто выселяли. Только потому, что они осмелились пойти против царской власти. Просто потому, что они осмелились это сделать. Видите, сам Ткачев пишет, чеченцам было запрещено передвигаться между селами. А тавлинцам разрешалось и передвигаться, и покупать, и продавать вещи. Это насколько должны были свое коренное население нашей Родины было унижено. И эти вещи не прощались. И это одно из причин, почему люди уходили к имаму Шамилю. То есть, чтобы воевать на стороне имама Шамиля. Целые селения уходили из плоскостной территории. Об этом говорит даже до того, как пришел имам Шамиль. Во времена Ермолова они уходили с плоскостной территории, уходили в горы. Для того, чтобы вести ожесточенное сопротивление. Была ли это справедливая война? Если смотреть с точки зрения истории, конечно, одни преследовали свои геополитические интересы, расширение своей сферы и своего государства, а другие, там, представители нашего народа, это оборонялись. Они обороняли свою родину, для них чужды были многие эти вопросы. Вот. Я не смотрю, я не пытаюсь сегодня описать или указать каким-то образом принизить кого-то или возвысить кого-то. Нужно всегда смотреть с точки зрения истории. Вот. Если мы смотрим с точки зрения истории, то тогда, конечно же, нужно понимать, насколько трагически была эта война для нашего народа. Это реальная трагедия. И поэтому Кунт-Хаджи пытался остановить эту войну. Он же не на первых порах начал эту тему. Он говорил, отказываться нужно от этого. И несмотря на это, смотрите, какие судьбы сложились у Кунт-Хаджи, Киши-Хаджи, без разницы, у наших религиозных деятелей, которые призывали к миру, их просто-напросто потеряли, сослали. А возглавлявший это государство имам Шамиль получил исторически, я говорю, констатируя факты, непосредственно получил столько, как мы знаем, привилегий. Привилегии, ну какая разница? Все его желания были воплощены в жизнь. И в конце концов он уехал в Саудовскую Аравию. Что касается этого случая по поводу того, что имам Шамиль после того, как попал в Калугу, попросил встречу с Ермоловым. То ли это было в Санкт-Петербурге, то ли это было в Калуге, но не суть. Мне написали в директе, я начал общаться с одним человеком, мы ищем этот материал, он посмотрел полную версию передачи и рассказывает, когда... Мы же знаем версию, что он встретился, Шамиль встретился с Ермоловым. То есть первый человек, с кем он попросился встречу, это был Ермолов. Понимаете? А вот возникает вопрос, что дальше? На этом, если остановиться, это очень странно. С жесточайшей политикой на Кавказе, которая проводилась в историческом контексте Ермолова, зачем с ним было встречаться, рассказывают, что, мол, в коридоре после того, как там его запустили в кабинет Ермолова, что он взял его за шкирки, ты ли этот человек, который убивал женщин и детей на Кавказе? Честно вам скажу, было это так или нет, я не знаю. И для чего он встретился, я не знаю. Другая версия говорит, что он сказал, вот хотел с таким знаменитым воином встретиться там и так далее и тому подобное. Здесь говорит обратное. Что из них правда, я не могу сказать. Что является правдой. Но есть две версии. Одна версия такая, другая версия такая. Истина только у Всевышнего Аллаха.
Осуждение Шамиля, конечно же, нет. Мы не являемся, как говорится, мы не осуждаем Шамиля. Ни в коем случае, я имею в виду как предводителя горцев в Кавказской войне. Я не про уже то, что он там в Калуге, я не про это говорю. У каждого своя правда. Но то, что его здесь назначили, зачем назначили его, почему назначили, для чего назначили его, наши представители нашего народа, это уже совсем другой вопрос. Вот. Уважаемые мои братья, я прошу вас не расходиться. Я сейчас перезагружу эфир, у меня заканчивается трафик. Мне нужно, осталось 2 минуты. Я прошу вас не теряться. Я перезагружу эфир и захожу снова. Кому интересно, кто хочет дальше говорить вот об исторических процессах и о том, что о национальных героях нашего народа, не теряйтесь. Дайте мне время, буквально 1-2 минуты для перезагрузки. Мне нужно перезагрузить и зайти. Если вам интересно, заходите дальше. Мы продолжим с вами и поговорим дальше про историю нашего народа. Дорогие друзья, не забудьте ставить лайки и подписаться на канал, кто еще не подписался. Баркал, всем спасибо. Приветствую вас всех.
Во второй части нашего эфира нас в эфире было 500 человек. Так что вот так вот наши уважаемые подписчики. Так что мы, как говорится, позиции не меняем. Сейчас, подожди, я тебя сейчас отправлю к Дедушку Морозу. Смотри. Гордо отводчи, бисмилля. Домой. Шел. Хей. Забыл. Вюстихил башлам, дал увезил. Ну, как относиться к таким людям? Дед Мороз, борода из ваты, ты подарки нам принес. До свидания, горбатый. Башлам, домой его сразу. Отправили домой его, все. Чичбалки его отывай. Так, дальше мы продолжаем. Ажал, смотри, еще одного. Ажал, бисмилля. Освободи. Ладно. Так. Ажал, бисмилля. Домой. Еще одного отправил. Есть кто-нибудь еще желает? Желающие есть? Так, 2 человека уже отправили. Валикум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Я могу любую из этих книг взять и зачитывать вам разные вопросы. Там есть интересные моменты. Я просто не знаю, каково вот сейчас интерес. Вот. Я не забыл про Байсангура Биноевского. Мы обязательно, я опубликую книгу, вот эту ж книжку. Может быть, вы многие видели. Я видел в 2 версиях. Одну версию я уже опубликовал, вот, а вторую версию вот именно этой книги я опубликую скоро тоже. Да. По моему мнению, да, был Байсангур. Но я буду до конца доказывать. Бойс Хартига Хилли, доказывать Дидуас. Шейх Мансура тоже, по Шейх Мансуру материалы у нас есть. Первому имаму Кавказа тоже буду. Шуайб Мулла, Талхиг, да, никого не оставлю по мере возможности. Я буду делать все. Возможности у меня немножко финансово ограничены, но понемножку мы будем работать. И я буду, как говорится, вас радовать все новыми материалами. Башлам, ассаламу алейкум, расскажи про нашу героя 14. К сожалению, ничего не могу рассказать. Имеется в виду, вообще информации очень мало по 14-15 веку. Очень мало. У меня нету достоверной информации. Я не хочу, чтобы меня кто-то разоблачал, потому что информация недостоверная. Вот. По полевым материалам я работаю, и понемножку дайте время немножко разогнаться. Не успеваю я везде. Второе, слишком маленькие аулы, разбросаны далеко друг от друга, не могли отстоять свои аулы перед 2-3 тысячной армией, не было крепостей. Да и о чем вообще? Говорить о каких-то однозначно героях нужно очень, материал более дикхалиез материал, поэтому прошу немножко подождать, Ваиришу. Башлам, существует ли в мире документ, подписанный чеченским правителем, не российским чиновником, где Чечня входит добровольность? Нет такого документа. Нету такого документа. Исторически я имею в виду. Нету. Кстати, запросы, которые направлены во 2 канал, нет, это не грани 95. Нет, конечно, это не причина проигрыша, честно тебе скажу. Это вообще не причина. Проигрыш войны там совсем другие. Его перестановка, работа этих найбов, которые были назначены. Там много не самых лицеприятных моментов, по которым государство...
20 лет она просуществовала. Не 25, прошу не путать. 20 лет это вот чисто, когда уже называлось имамат Чечни и Дагестана. 5 лет то, что в Дагестане там отдельно там было, это только лишь одна из вот версий, как говорится, одна из причин. А 20 лет это непосредственно, когда и Чечня, и Дагестан были вместе. Да пусть даже и не было, но факт, что Тавлинец был заслан и так далее и тому потом. Ну, я спрошу вас, как говорится, засланы, не засланы, у меня доказательства нет. И в судный день я не могу отвечать за этого человека, поэтому я осторожно буду говорить по поводу истории. Вот. Вот так вот. Не забывайте, это регулярная армия, это совсем другая тема, да. И к концу войны на территории Кавказа было до 360 тысяч по независимым исследователям Кавказской войны. Почти что до 300 тысяч регулярной армии. А что касается империи, Российская империя была одной из самых сильных держав того периода. Так что тут стоит отдать должное. Столько лет держаться, это не просто так. За счет кого и чего, но не хочу никого обижать, мы знаем. Проведите просто анализ. И анализ говорит о том, что когда не было единства, не было полноценного единства, не шли по назначенному пути с самого начала, найбы начали отходить от него. Вот и результат каков мы уже видим. Ну да ладно, тут у каждого своя версия будет. Мы будем изучать, мы будем проверять. Мама, да он союштиш. Даиш эфирит союш, даиш хадири садает. Это я выпил кофе, спать не хочу. Адаиш. Баркал, брат, каяттаун за ответ. Некоторые вопросы задавать не позволяют, слушаюсь. Релео 0905. Ты уже говоришь как грамотный, образованный человек. И это правильно. Время, когда нужно говорить или политкорректно, или так, чтобы человеку не было стыдно за свои слова и так далее. Найбы начали отходить на него, потому что он не был справедлив по отношению ко всем. Но я это и сказал. Вашлам ассаламу алейкум. Что за находки вы раскопали в Пометое? Ну, султана, археолога на странице вы увидите все. Нет, я не знаю, что ты переживаешь, за что ты переживаешь по этому поводу. Сегодня вообще задонатили только 4 человека. И 2 нарнийцев зашли и начали говорить там про донаты. Я не знаю, что вы так прям переживаете, скетчитесь. Это старая гвардия, там 4 человека или 5 человек задонатили, и все. Тут переживать за донаты или за что-либо не стоит вообще. Я не знаю. Кто знает, сколько войск Чечни на сегодня? Знаю, но зачем тебе это? Знать-то знаем приблизительно. А в Ауховском районе находки были? Конечно, были. В Ауховском районе очень много находок. Очень хороших, добротных находок. Про кабанскую культуру я уже рассказывал, зачитывал. В принципе, могу зачитать. Но это, как говорится, а как вы узнали, что они именно там?
Мухаммад Аль-Чечен 95. Ты можешь поговорить еще раз с султаном-археологом. В чем проблема? Именно там или именно не там? Да, этот канал открытый, а канал, который Башлан.39 Live, Инстаграм канал, он закрытый. Он закрытый. Туда попадают только вот после, в основном после программы. Археолог. А кто это султан? А кто этот султан? Это главный фактически наш археолог Чеченской Республики, ответственный по археологическим раскопкам. Султан с большой имени пишется. Я не понимаю, это какие времена и что за народы кабанские. Ну, как говорится, конечно, отвечаю на вопросы. Какие вопросы вас интересуют, задавайте. Я фактически на все вопросы отвечаю. Хотя многие братья меня просят не отвечать на какие-то темы, которые для фитны. Ну, тематика касаемо границы 2018 года. Там, или задают про финансовое, мое благосостояние, когда задают вопросы. Вот такие вопросы просят не отвечать, но дабы не быть, как говорится, несправедливым, я отвечаю почти на все вопросы. Политика имама Шамиля одна из причин, на мой взгляд. Мы несли огромные потери, только воинов, посевов и так далее, защитников. Но не забывайте, мы воевали еще далеко до имама Шамиля, начиная еще имама Шамиля не было в проекте, начиная со времен шейха Мансура, первого имама Кавказа. Поэтому, Башлам, расскажи про мастеров чеченских оружейных дел. У меня нету пока этих документов, к сожалению. Книги нету по оружию, и очень скудные. Мастеров очень много было. Ну, как эта книга до меня дойдет, я обязательно вам расскажу. И брат Адлан задонатил. Адлан дал Сейдуэл, дал Духуахуэл. Башлам Махмуд Шевкет Паша, он чеченец. Там спорный вопрос. Кто-то говорит, что чеченец, кто-то говорит, что черкес. Саид, на пару слов зайди в эфир. Башлам, как называлось разное время чеченское государство, когда сложилась, в общем, чеченская нация? Чеченская нация сложилась. Ну, с учетом того, что с 7 века мы видим, да, на Чематьяне, государственность, я думаю, что это все-таки Сим-Сим, одно из первых государств, вот, которое называлось Сим-Сим. Остальное сложилась нация. Нация формировалась до 19 века, вроде бы говорят наши этнографы. Начали отходить, потому что когда тавлинцы, тавлинец, Башлам, жили ли неандертальцы на Кавказе в древности? Жили. Неандертальцы жили, амазонки жили. Башлам, у меня и есть музеи, где женщины рассказывают о наших оружейниках и оружии. Видео. Ну, скинь обязательно, поговорим об этом. Посмотрим, что там говорят. Не зря. Взаимоотношения с Ариром вполне возможно, что были. Это же все-таки соседи, соседняя территория. Взаимоотношения было, конечно же. Потомки амазонок и сегодня есть. Да. Амазонки. Расскажи немного про Хевсур. Что можно рассказать про Хевсур?
Ну, не зря же хевсуры считались одним из близких чеченцам, даже частью нашего народа, хевсуры, пшавы, тушины, но сегодня они грузины, мы чеченцы. Что можно рассказать? Были побратимами, были и войны друг против друга, и помогали, и братские отношения были, поэтому. Башлам ову соцнюрта? Нет, я не соцнюрта. Башлам, муж твой хорош. Да, он мне Элистан Жоевец. Конечно, у меня нету, конечно же, чисто чеченского, там, как сказать. Но это чеченский мастер сделал. Вот такой, по-моему, как говорится, садья в цане, до штук. И рукоять полностью в руках прямо, видите, как залегает. Очень такая из дамасской стали, так сказать. Вот. Катаны у меня нету, конечно, было бы неплохо, но это очень, оно дорогое. Эхшбату у вас нет. Эхшбату в основном не оттуда, но эхшбату есть везде. Оно дорого меня тем, что оно сделано чеченским мастером. Нохчи мастер сделал его, и оно для меня на вес золота. Вот. Всегда, как говорится, на протяжении долгих сотен тысяч лет чеченцы всегда славились своим, как говорится, своими оружейниками, поэтому оно особо мне дорого. Башлам, ты никогда не называешь, когда перечисляешь Джаудхан, Амирхан и Стейпа Белгатой. Ведь Джаудхан был наибом с Нохшмох в конце своей жизни присух. Я не называю Кент, я не называю многих. Джавадхана я не называю. Это вы не думайте, что я же многих не перечисляю. Я могу, конечно, и писать-то я тоже многих не пишу. Пока еще не пишу. Надо собирать материал. Очень скудный материал. А то, что они были, участвовали, что это наибы, одни из сильнейших наибов, я говорю обобщенно. Были ли это там какие-то операции против Воронцова, Борятинского или Граббе, разницы нету. Для меня это представители моего народа. Но если материал скудный, то есть мало, просто сказать там, нужно автобиографические материалы, полностью про каждого наиба. Их нужно собрать, что не так просто. И причем некоторые пытаются оскорбить, и есть спорные наибы, которые одни говорят, что Чунгро, другие говорят Харачо, другие говорят другое. Поэтому никого, чтобы не задеть, нужно потихоньку, дозированно все упорядочить и тогда уже говорить. Башлам, есть ли связь с территорией современной Армении, Нахичевань, чеченским народом? Еще есть об этом, пишет и Хасан Бакаев, что это вот как бы прародина нахчийцев, вот что оттуда народа Ноя спустились, первое место их обитания, и потом уже начали потихоньку, одна из версий достигла вот Центрального Кавказа. От полученных ран умер. Я же не умиляю нисколько национальных героев чеченского народа. Башлам, знаешь что-нибудь про золотое руно греков? Слышал, что это якобы было у нас на Кавказе, точнее в Аргунском ущелье. Откуда мастер? Мастер из Джалки. И адвокат Тенгона, и адвокат Садает Войтен Класлалаев Рамзан. Потому что мне фитнес здесь. Так, Башлам. Махкитах был. Да, Махкитах Хилласо. Сельментаузен был, Махкитах был, Арштах был, Чуртуары был. Бывал, конечно, Махкитах Хазметигио. Поэтому. Алейкум ассалам. Что я что башлам мокшай? Да, что? Башлам сажу мал эфире вел.
Сацум шлетелся, да где нерцу. Что бы делать, ответить про Шамиля Булгучева? Я думаю, что он достойный брат. Считаю, что он делал все, чтобы урегулировать, как говорится, и сделать так, чтобы между Нохчи и Олга максимально было братское отношение. Вот что я думаю о Шамиле Булгучеве. Амирора, Саид, Хала, Хадица. Башла мыш тань сова делдол урская тырыка. Это епкегич нагац дот халдатош он сюда хайбажаш мурсадыц. Саму шаш дэлэ. Ой. Башлам сумел хитар хайн. Инт элэр khoya Jawad Khan хун цаахо хахош сон хезайз. Jawad Khan قبل دقة ونخشي قوم تربل هاي تصوت أمشكا حا تعقلنا تاع إتقلنا تاع إزرشكا قلخن دقة شنيخ وانت إرش سخاء تإرش حق شيرات سير داخل صدوز وين ووشختوش بيلغل تانتقا материал ووشختوش فبيش направленный бол будете бати ти цага сон пошла он хаете цуналят. Про наибов? Вообще нохчи он наибш там Наиб, без слов, я знаю человека, но пока я не хочу ничего говорить, поскольку я боюсь, что он собирает про это. Есть люди, которые с профессиональным историческим образованием, которые этим занимаются. Я с ними взаимодействую, но материалов очень мало. И, к сожалению, есть моменты, когда мы некоторых своих же наибов пытаемся немножко задеть. Это меня очень сильно настораживает. Это очень плохо. Ну, задеть. Хилы, что башла, мышь балбоа. А серьезно, да, конечно, есть. Пытаются там сказать что-то плохое, даже не то, что вот незначительных, мало кого там, чтобы... Есть те, которые, допустим, даже таких мужественных воинов, как Байсангур Биноевский, Талхиг, Батуко Шатоевский, пытаются чем-то обвинить и оскорбить. Я уже не говорю про Саадулу Гехинского и уже Айнхуадун, а вот есть люди, которые пытаются это сделать. Ага, в общем, Башлам Сухуа говорит, Наиб, это, я так понимаю, это человек, который в Алмате был назначен руководителем государства, даже в основном Иштуль Шализ. Ну, в основном, да, ответственным за определенный участок, я бы сказал. Даже. Ага. То есть Сухуа говорит, Шамилан Шенца, дикоиш, хиллерга, я местность, дикиоз, я нахац, юкнетик, куза, диклилош, хиллербандолш, штритош, хилбуик, энти, дала цун Шамилан дикца боюзнаш хербу, гейло боюзнаш хербу, яхиеч, коил белаш хербу, так, иша мабай, что наука, если что делал так, наравне с этими же наибами и другими, как бы сказать, людьми, мы нохчи ком турпал ходишь, боуза, церш, бийца, базба, биеш, барваешь. Так, цаболх, инсбешуй, так, цубол бешул, стаго бадалич, дик хедар, каякамбин. Шейн хучу, хора, материал, хакос, хокмета, хоргу, пишун, чисто по этому делу, я группе, я обратная связь. Я как раз таки об этом и говорил, я же призывал и говорил. Сейчас уже начали выходить понемножку говорить. Узимулла Халиль из я Джавад Хан Халиль из я Шуайб Муал Центаровский Халиль. Ну, многие люди даже и половины не знают этого. А если вам начинают рассказывать какие-то фантастические вещи, то тут очень сложно, понимаешь? Нужно, чтобы люди, которые рассказывают, относились серьезно к этому. Я могу тебе привести пример, допустим. Смотри, один из примеров Ташухаджи Саисанский. Сейснар Ташухадж. Мы убираем религиозный контекст. Он был одним из наибов, сильнейших наибов имама Шамиля. Точное время его смерти даже неизвестно. Потому что пишут 43-й год, 44-й. А есть люди, которые утверждают и четко говорят, что он погиб только в 46-47 году. Представляешь, если настолько известный Ташухадж Саисанский, если про него про такое говорят, даже есть не то, что изм, хорошо, что Байсангура Биноевского вообще не существовало. И вот сейчас, в последнее время,
уже когда начали документы показывать, могилу показывать и все остальное. Нету. Бейбулат Таймиев. Никто не знает точное место его захоронения, знает только, где стоит там чурт Тумасла. Никто не знает точное место захоронения, кроме того, что чурт есть Эльстаншхо Ушурма, то есть шейх Мансур. Это имеет же, многие имеют конкретно, что значимо, что никто не знает, где захоронен Ачерхаджи, никто не знает, где захоронен Масла Бахасам, Иса Гиндригновский знает, Балдыгдич. Башлам, вообще, Их очень много. да, И Муду Хайан, это же не информация, сайт, да, то есть, Харнай Бор, это нагляд солнца дуется. А дуется, а худовойцу нагляд сдится. Мелюха информация. то есть В связи с этими личностями есть некоторые вопросы, которые нужно решать совместно. Это те люди, у которых в основном в роду-то никогда в жизни он цавял волд. Нагдати, что ногчи комац, хаг мост холёлшса, вахта алгерчи, херсахил алгерчи, шей тейпнах, шей комах, дахря турпал, турпал ход, цавял хиларбадол, шхаг ютер. Царях киет мегардувай, киетак, это адбит мегардуиш кабаш, тергал цебеш. Вот има дэйвах данек. Почему? Потому что вот как раз таки, вот я понимаю твою версию, Саид, ни в коем случае не но мадайтла. Но я тебе хочу сказать, я хочу тебе объяснить, почему. Потому что, когда мы этих людей оставляем, эти люди реально верят в себя и начинают говорить другие из-под фатова дяшвол, они начинают рассказывать и говорить, послушайте, вот, а там же вот эти люди говорят, вы же им ничего не говорите. Надо, конечно, но как должно быть? Оно не должно быть, как тебе сказать, систематически каждый раз говорить, нет. Один раз четко ответил, после этого, если заходит и специально задает вопрос, но то, что ты занимаешься фитной, но если мы будем отказываться от своих героев, 4 героя, Сайд, и ты прекрасно знаешь, 4 найба и 4 ногчи героев с нами оспаривают масла гунки. 4 это минимум, если не больше. Понимаешь, 4. Если мы говорим дальше, 2 или 3 сюли с нами оспаривают героев. Про муртазеков, опять же, они говорят, что муртазеки 90%, 95% якобы были сюли бубасу, муртазекс. Мадати, муртазеки в основном состояли все из чеченцев. Понимаешь? Что касается Саадулы. Саадулу я почему называю? Потому что он был один из сильнейших наибов Малой Чечни. Опять же, вопрос про него. До сих пор спорный вариант, какого типа он был. Спорно, почему Цацбочар, Шейуба, Укар, Шейуба. Цацбочар вообще не хватит, инхватит, Цатейп дуба. Зунсо, знаешь, был Шютер, Панто, Батуко, Укибеш. Я почему говорю, если мы от них отказываемся, значит, у нас не было героев. В их понимании, это не в нашем понимании, я понимаю, что ты говоришь, но в понимании врагов наших, гипотетических врагов, это считается нашим проигрышем. Откуда ты знаешь, что происходило во время Кавказской войны здесь? Кроме того, что написали царские офицеры. Откуда ты знаешь? Ты был здесь? Нет. Вы отказались. Вы бросили Шамиля. Кто его приютил? Приютили его Иса Гендригноевский, Биноевский, Бойскар Бену и Масла Хайвесой. Вылечили, сделали, лечение сделали, назначили, привезли в Урус-Мартан. Это была своя стратегия, чтобы его выбрать. Еще раз я вам говорю, кольцо замыкалось. Выход для нашего народа, кроме как уйти далеко в горы. Дальше идти. Со стороны Грузии нападение делали. Там была царская Россия. Со стороны Ингушетии нападение делали. Там была царская Россия. Со стороны Сунжи нападение делали. Крепость Грозная. Здесь была кордонная линия царских войск. Что? Кизляр был то же самое. Со стороны Кумыкии то же самое были царские войска. Выход оставался маленький.
И этот выход, это дидойцы, это андийцы, грубо говоря, и выход на Сюли. Все, другого не было, кольцо замыкалось полностью. Поэтому с точки зрения стратегии всегда принимались вот такие решения. Я уверен, что наибы до того, как провозгласить имама Шамиля имамом Чечни и Дагестана, они обсуждали этот вопрос. Однозначно они обсуждали. И выбрали вот стратегический ход. Это все-таки территория намного обширнее. И мы знаем, после объединения выхода стало больше. Почему? Потому что, во-первых, именно во главе наших наибов и наших воинов освободили часть всех остальных ханств и делали нападения в сторону и аварии, и основных земель. Я Башлан. уже не говорю насчет Грузии и насчет остального периметра. Западная часть, восточная часть. Поэтому надо с этими вещами очень серьезно относиться, потому что из-за того, что наши, я не скажу, наш истеблишмент непосредственно просто-напросто схавал вот эту тему, промолчали, они сегодня уже очень часто заявляют про гадости, про Байсангура и про всех остальных. Из-за нашего молчаливого согласия. Из-за нашего молчаливого согласия многие наши найбы ставятся теперь уже якобы, что мы их оспариваем. Шубарит хабари. Мы прекрасно знаем своих найбов. Башлан. И Аух был один из самых сильнейших найбов, которые вели ожесточенное сопротивление. Надо об этом знать. И в общем, вот садится, от этого получится, что здесь никто не воевал, понимаешь? Их редукция. Башлан, просто даться алитин цундел хосяхцак это ру ваши общие цакич методавигин вашим киун лице сахуа волшор башлан. Хинчо Эрдонас каяла ладола башлан дик киетласях. Хажа вайк оман вай турпол хошна тихулш харцую бари бацари хардари важдари. Да. И я скамил шешел нах, вай хит стергал асок, вай эфирак ам тергал цант. Эти там мабагайт бос, тергал мои босиш. Но вай мух был бы без. Вай я бог и харцу, значит, это кто-то бросает, как бы сказать, засеивает вот это поле. Вай духал дыр мадой хамел. Это кто-то сейчас вот в чате, а потом кто-то в книге напишет это, а кто-то потом с трибуны это будет кричать. Вай да ештарь, кударь. Надо найти какую-то группу людей, которые занимаются исследованием, изучением личности вот этих, и объединиться на том, что мы будем помогать информации, читать, материал набирать. И босс, не обращать внимания на вот этих вот пустых анкет. Окей, я хочу тебе сказать одно. Смотри, есть небольшая проблема на сайте. Всегда были интеллигенция, правильно? Была интеллигенция, которая может написать эту работу, выполнить. Я не говорю, что его сейчас нету. Но получается так, что люди, которые специализируются по истории и непосредственно по Кавказской войне, вполне возможно, что эти материалы есть. Но есть ли они у общих, широких массах? Люди акцентируются не на вот эту группу людей, которые этим занимаются. Проблема в том, что даже если есть такие книги и работы, почему они нету их в общей массе? Если бы они хотя бы дали бы нам, людям, которые ведут сегодня, как говорится, работу в социальных сетях, мы бы смогли бы это донести до людей. Мы бы могли бы рассказать. Я бы с радостью взял эту книгу и в каждом эфире зачитывал по одному наибу нашему. Что он, как он, где он умер и так далее и тому подобное. Но если мы опять же сегодня будем акцентировать внимание Хилбезер, ну мы с тобой прекрасно знаем, мы же не чужие с тобой люди. Мы знаем, что вот мы можем собрать книгу об истории нашего народа. До сих пор, если ты говоришь, можно где взять вот такую монографию, в котором есть все включено. Все. От А до Я. Вот такой талмуд, знаешь, нашей истории. Нету. Пробелов очень много. Хорошо, Кавказская война. Это понятно, это недавно. Их-то еще многие знают.
даже имена их знает. А вот зададут вопрос про 13, 14, 15 века. О ком мы можем рассказать? О каких-то мифических, легендарных людях, которых по сути мы не знаем. Почему не знаем? Потому что каждый эти свои чаптеры прячет и не выносит их на общее обозрение. Я не знаю, почему и в чем с этим связано. Да, в советское время были это совсем другая ситуация. Но сегодня это свободно. Сегодня напишите, дайте возможность написать и рассказать молодым людям. Просто я считаю, что мы должны эту проблематику поднимать. Ага, Понимаешь? Мы должны поднимать, но мы должны пресекать какие-то сказочных персонажей, которые там приписывают к тому или иному тейпу. Почему? Это очень-очень негативно может отразиться на многих вещах. Допустим, про Байсангура Биноевского, Шейх Мансура, Шуайб Муллы, Талхига и многие-многие другие. Даже того же Зелимхана Харачоевского. Ведь были люди, которые мы прекрасно помним последние эти годы, которые пытались оскорбить Зелимхана Харачоевского через его сына, который якобы устроился работать в НКВД, и он был предателем. Понимаешь? Есть же такие люди. Ты прекрасно это знаешь, что есть такие люди. Пытались оскорбить просто из-за боевых ран. За боевых ран хотели оскорбить одного из национальных героев. Что говорили про шейха Мансура, я вообще молчу. И ты это прекрасно знаешь. Вот, а где эти люди? Мы с тобой сейчас... Где эти люди и группы, которые должны быть, и которых нужно... Сколько их еще искать? Вот 3 года я ищу этих людей. И всех, кого я нашел, это здесь максимум, вот здесь, которых нашел. А люди-то тысячами смотрят эфиры. Сегодня не читают книги, огромное количество не читают, потому что ты заходишь и видишь, при обсуждении многие даже понятия не имеют, что было такое. Тятвил Борг, что Шамиль захотел встретиться с Ермоловым, когда он оказался в России. С первым человеком, с кем он захотел встретиться. Не знали об этом. Реальный факт. Реальный факт. То же самое, что представители мусульманские осетины, которые были, что они были на стороне шейха Мансура. Хотя шейх Мансур несколько раз, как и говорится, говорят о том, что нападение на Владикавказ и так далее. И тому подобное. Значит, были его сторонники? Конечно, были. То есть, Башлам, у нашего народа, альхамдулля, как бы сказать, процент наличия в какой-то сотне тысяч человек намного выше, чем у многих даже больших народов. Проблема в том, амаалар войнохчи комана даже войнохчи с собой кичан он поузер будешь войнохчи коман дук турпал хойбу дук он хибу эзершка воем дайган хэнчи цуряц вен гинел хэнчи чи так бу үш ваберкен батиш базбина батиш ицахлари терцабовз так тут я болба беза коял цуманте далова герчворса башлам ай болбеш и болха берма бати аха бербати аса бербати يتعم توتش يتعم غودش يتعم حلقة بيوت أخي تلك أنت ويهر بولخ بيربو سايد هم بعد ديش كرا دول شواتر وما يش دلا تخوش شرع تازموني حتى عن كنيجا نقي حاجة حونتا كردا سوق حق وصلة سوق حياة لا حقا سعشون حقا سميت تجبون حقا سجروبا يون ألتو تعم تبول دبولي شيء конечно то هما на شناخل بيز أكاديمي نوكيو تو أكاديمي نوكيا دالش تو هما وين خاديز خلطر لوق ويتعن همان تعتعن غدا تار آلا ديلاك أنتي أش مباخر أش ديتن تيك دويتر دلا تخوديش توقزا تخود نخشي قوم توربال خوي وحباز بيشتو وحباز بينشول تحت تاريخ لاتسا تحت ديتر سيرت أحيان قبيلش تاريخ لاتسا هما ويوشخ تخا статья ядина хорнах жим цаа гоядина шиа гоядина цалер дуй охар болт аболи нашун хокки информация хаята мекшун Харна харбол беш бушана вайн доузе чи вайн вай хазахи чда лоцер дарится умада. Вай, идея что? Присылайте. Я же говорю, присылайте в директ, узнавайте. Для такой информации я в любое время дам номер WhatsApp, присылайте, и будем проверять, насколько это достоверно. Но пить сразу, если вам завтра не будет стыдно, лучше ложь не присылать.
Историю Конечно. мы знаем по архивам, к сожалению, на Кавказе не было своей письменности. Это неправда. Письменность была. История писана самими народами Кавказа. Это тоже была написано самими народами кавказскими. Есть и армянские, и грузинские источники. На Кавказе это более обширный термин. Закавказье это тоже Кавказ. Кстати, не надо, здесь многие написали Закавказье, будто бы это не Кавказ. Это тоже Кавказ. Никто не сидел в иранских или турецких архивах. Неправда. Иранских и турецких архивов сидели, работают, и я знаю конкретно людей, которые работают. Проблема заключается не в этом, уважаемые. Для этого должны быть огромная финансовая поддержка. Это не так просто. Мне предлагали поехать вот со специалистом, который занимается Урарту и Хуриты, поехать с ней поговорить, пообщаться, но это не так просто, уважаемые. Никто не хочет делать огромные затраты на то, что там, это вы должны понять, секундно ничего не делается. А это огромные затраты, нужно время, нужно все, как говорится, сперва проверить свое, и потом уже начать с чужого, чтобы ты мог сверить, и чего нету у нас, искать его по периодизации, по, как говорится, по названиям. Я не могу сказать однозначно, что мы не работали. Конечно, работали, выезжали, но у кого есть возможность, у кого есть время, просто-напросто, как вот сейчас Саид говорит, сидеть и тратить на это. Поймите вы, уважаемые мои хорошие братья и сестры, вот то, что вы говорите об этих чаяниях, об этих нуждах, мы прекрасно все знаем. Мы знаем, хотим и достичь этого всего. Но я знаю по своей работе, уже 3 года в этом, я знаю, насколько уделяется внимание этому вопросу, имеется в виду даже здесь, в социальных сетях. Есть определенные направления, люди, которые там, какой-нибудь там бизнесмен определенный, который помогает там любые оплачивать. Да, есть такие люди. К сожалению, не у нас, но в соседних регионах есть это. И они работают. Не забывайте, отличие от соседних регионов, последние 20 лет в Чечне шла война. О каких архивах может быть речь? Мы сейчас начинаем по крупицам собирать наших братьев с Казахстана, с других мест там собираться и потихоньку воссоздать нашу историю. Ездили даже в Узбекистан, ездили, и в другие места ездили, но, алейкум ассалам, нужно понимать, что на это нужно огромные, извините меня, да, вам нравится или нет, нужны затраты на это. Человеку одному или 2 людям это не под силу. Я никого не хочу в этом обвинять, и никому ничего не говорю, но по мне социальные сети это вот сегодня, это реальная машина, которая может массово довести до сознания людей о нашей истории и так далее и тому подобное. Поэтому кого искать? К сожалению, истеблишмент, научный истеблишмент, так скажем, они сегодня предвзято очень относятся, это в моем понимании, предвзято относятся к социальным сетям. Ну, или закинут там, ну, прочел один и думаю, все. Но здесь-то оно расходится, тиражируется, если интересно это есть. Не надо там целые 50 страниц, нет. В контексте они-то умеют сжимать это. Пускай главное это ссылка, страница. Главное выбери, закинь, с фотографией, закинь. Вот я получил вот эти книги, сайт. Я открыл просто-напросто. В принципе, может быть, это неинтересно многим. Старая книга, ну и что вы там. Но ты открываешь, ты видишь, сколько там было башен. Еще в 60-х, 70-х годах. Какие находки были сделаны в Чечне, в Ингушетии. Все это есть в этих старых книгах. Просто многие не знают, что эти книги сохранились. Они сохранились. Понимаешь? И сегодня, вот когда мы говорим об историческом, там, каких-то параллелях исторических, ну, про наибов, допустим, мы до сих пор не знаем, сколько было наибов при имаме Шамиле. Точное количество чеченских наибов. Не знаем точное количество муртазеков. Хотя общим написано, работы есть. И этим пользуются красные горшки, им подобные чеченофобы. Этим пользуются непосредственно по истории, по Ауху делают нападения, делают по западной части нашего, как бы, соседних регионов.
занимаясь вот этой фитной и стравливанием друг друга. Пользуются ли они? Конечно, пользуются. А ты, я, грубо говоря, догоняем ли мы? Да? Вообще, у нас с тобой позиция догоняющих людей. Почему? Потому что это все должно было быть сделано. Но его не делают и сегодня не делают. Почему? Опять же вопрос затрагивается. Кто это будет делать? Сидеть, работать над этим, искать книги, собирать все это, публиковать, знать, что интересно людям. Кто это будет делать бесплатно? Попроси любого здесь человека это сделать. Откажутся. Один раз согласятся. Я же вижу тенденцию, какие люди заходят в эфир и как кому интересно. Люди зашли в 2018 году, и они потом заходят в 2021 году и мне говорят, ну что, до сих пор Туамбиашу, а до сих пор историю учу. Ну да. Башлам. Хатер дарса. Вот, допустим, мы многих не знаем, да? Надо искать, надо писать, это понятно. Мы знаем достаточно большое количество героев тоже. Знают ли их наша аудитория, есть ли у нас возможность собрать, допустим, список хотя бы из 20-30 самых таких известных, более-менее бесспорных, как бы сказать, личностей в истории чеченского народа, и видя какой-нибудь единой статьи или каталога, как бы сказать, сорт приблизительно, как бы сказать, более-менее очертания, описания, вкратце, хотя бы откуда Мичар, да, Лоч, Мичах, Келхин, хотя бы 3-4 предложения. Шейх Мансур, допустим, имам Кавказа, единственный имам Кавказа, который участвовал вот в таких-то нападениях на Кизляр и так далее, был заключен в тюрьму, погиб вот в таком-то году. 5 предложений. Да, есть короткая информация, ты имеешь в виду? Есть да. такая короткая информация, есть они. Там есть ли у нас каталог, где хотя бы человек 30 перечислены друг за другом? Есть книги такие уже. Такой дикхедер, башлам, о дикхедер алхицум, публикация. Вот, допустим, в публикации можно разместить 10 картинок и 10 вот героев. С картинками проблема уже. Ну, хотя бы текст про них, не обязательно их изображение. Есть проблема в том, что с картинками проблема и к какому тейповому происхождению они относились. Вот здесь проблема. Из проблем. Почему? Потому что стоит тебе опубликовать этого человека, начинается между тейповой Атхавари и Артхавари. Так, а если я опубликую двух гуш, Атхавари вообще, и пошло-поехало. Бывает Я так, об этом говорю. Если мы говорим в контексте общей истории Чечни, это интересно. Можно вообще не упоминать. Шейх Мансур Милуха, Бойсхар Милуха, Самуэрдер, Гадица, Цаюшум, Дуис. Ацана Вадиц, Тулдилч, Ама Аллар. Сом запет шнохчи, считая пду, Тхавари Гарвари, Отстепан Хилч, Хохич Тепан Валах, Яхацахул, Угурхалх, Хаком Тагвала, из Хахул Шуказ, Кидадяг Мадица, Нагасан Хайтепан Убохя, Вуко Шитепан Убоя, так, Цо, Тагво, Цуконах, Чот, Алилин был, не Хатепан, Цунтепан, Барт Болш, Маршойош, Машар Болш, Бизам Болш, Дашар Долш, так я не бу, Шут Солелин, Шнок, на Дюхал Хольштух, так. Малилдеш Солелин, Шнок, на Дюхал Дергаша, Элла, так, Саш Сакетам, Чубохш, Блари, Дикфедер, Цаберш, Таделк, Энхетам, Скезик, Дебат, Ишниш. В общем, Сунгуля Архаем Башлам, вкратце и каталог. Кицам Башлам, Хуэл Хетон. Хинцуэн Цаделк, Энхетам, Сдука, Соватан, книг Хумьелаш Букой, Буй. Мел Соватан, он Башлам, Соватан, Хасхиета, он, Ешита. Цакинчик. Цабецаялан. И Баунаш Тайргиз. It's inside the shit, you. И том не говорю. Башлам. Баншли, а я муелю. Тема зашла о башнях, и мы присутствовали, и вот так задарили, так сказать. Да где дальше, да? Одну книгу, одну-две книги, ну максимум. Не сам автор, а другие люди, чтобы подарили. И Мадвица Башлам с автором. Ты про кого именно говоришь? Сам автор, чтобы подарить? Нет, любая книга, которая оказалась в твоей квартире после того, как тебе ее подарили. Но последнее то, что я показал, вот эту
книг, сколько там, 15-20 героев, старые книги. Айдема як абашла. Ишт иала ит вау шворсайк. Да, вот сейчас начали люди Да. звонить, говорить, яр ас яши, яр сон, яцер, яр сон, хоути акарин. Вот я про Обширонский полк, мне позвонили просто, кто-то крышу разбирал, нашел эту книгу, задарил ее для работы, я оттуда материал беру и публикую его. Если ты так говоришь, то да. А чтобы вот сам автор, который написал какую-то книгу, что подарил такая книга один или две, а остальные нет. Остальные вот простые люди задонатили, так сказать. Да, на самом деле, башлам, автор сейлчи, да, цума, вой доуз мацадоузи цан, хом обза табу, дала, ишт, шаки парахул, дала, су сакера цатқайт, пикни керкача, наха цапайда башнахчи, комаца, ишт, наха лёг куряцар тиял, ишт ял еще я, цатқай пикни кериян хирион. В пределах 20-25 хряется. Так что, дик дагяч хереров больше дить. Нет, смотри, книга, послушай, если мы говорим о полноценных книгах, 1, 2, 3, 4, я тебе могу сказать 5, 6, 7, 8, 9, 10 книг только. Остальные монографии, то есть брошюры тонкие. Их трудно назвать. Вот, кидаешь, чтобы книга, вот полноценная книга, нет, я в основном то, что задонатили, покупаю сам в книжных магазинах и вот так беру их. Башлам, дук дикник хакер цеях, на цеяхни, хакер яхкин чарях. Сандайла, ма дик хыз книги ал, сад дагачон даган там хульши, гичи, саму адолш, са книги ячва. Хасан Батаев и вот это очерки истории Чечни. Так, а баунаш дайер чуна, саму цадола, я ицелионис. Мила? Баунаш дайер гяцер? Нет, это специфическая книга, она вот написана чисто про башни, это культурное наследие. Я его не включаю, потому что это только вот специфика, вот там только про башни, все. Там только про... Это чуть-чуть, это вот в основном направление, археологические направления, и смысла Султан и Царь Гмою, там размеры, диаметры. Это интересно, я не спорю, это часть истории. Но мы же говорим обобщенно про людей и про историю с древности и по настоящее время. И если в этом контексте брать, башни выпадают. Почему? Потому что мы с тобой прекрасно знаем, что перестали ими пользоваться, когда уже появились пушки. А после Камухуль, то есть 200, 300, 400 лет истории твоей просто пропадает. Дальше про башню ничего нету, и это, как говорится, не больше, не меньше. Башлам, На себя я ничего не трачу, никогда не тратил. Только для покупки книги, карты. Карты очень дорогое удовольствие. К сожалению, даже распечатать книги это дорогое удовольствие. Карты. А что касается книги, по которой я могу сказать сайт, еще раз я тебе говорю, если говорить, вот когда начинаешь тему, почему эти книги каждая по-своему важны. Начинают люди рассказывать сказки нам с тобой, да, по поводу башен или по поводу петроглифов. Ты берешь эту книгу, разоблачаешь этих людей и их всю ложь. Маслабас. Если про Алана, допустим, ты берешь книгу про Алана, Хизриева Хаджи Ахмедовича, разоблачаешь. Если ты говоришь историю про Кавказскую войну, имама Шамиля, там есть хорошая работа Мурдалова, хорошая книга Сулеймана Демирханова. Вот берешь, разоблачаешь. И у каждого своя периодизация. Но чтобы ты взял одну книгу от А до Я, таких книг очень мало. Понимаешь, о чем я говорю? И вообще, Сундолиндер Хайнер Башламар Коч, он две нерисован. И книги шуч. Вайн нагасан вайн совга танел тамил хулили его вообще вай кери ан хулили та дук хаз ночи ком кентер шязни книги шупенс. Тебарик хочи приял книги без стоил таяц и приял книга не кахат хана. Инт Амал Хасан Бакаев книга этноним шахлят хазнесан чолца. Чома хаз книги изүй чулат самк орге болш. Так, из-за дозал дуэнцу так ишт болбар. Так, и тени вечности ол шергюега. Юдер, Лечи Ильясов, конечно. Ой, как было, алейла сайт, на самом деле, алейкум ассалам. Подписчики, я вот сейчас реально накосячил. Конечно, накосячил. Это мой косяк.
сразу все надо показать. Ихвик арит гэр, Я ахвик шубук камай реально башлам. спорил, освободилась. Давайте я, чтобы не быть голословным, освободилась. Ай, ё-моё. Вот и дома, я Меркель, его память дырявая. Дэри. Память Кефири дырявая. цавит он со башламу. Сейчас, подождите. Башлама, Давайте. дэл да ат ихан волчай, цалга тамас сода гяга, итим вэр вацутан. Освободилась. Если мы говорим про сильные книги, освободилась. Так. Стол как малаарса. Стулам вацун. Дэри там доудах мэкшам донвет. Нет, я хочу, чтобы каждый увидел. Я сейчас проведу небольшую экскурсию. Я соврал. Я прошу у всех прощения. То, что я соврал. Аспичтуатен. Освободилась. Хочу Я сейчас... забыл, а? Ну и забыл, соврал из дупы. Одно и то же дубо, а забыл, соврал. Да ладно. Если я не настолько старый, чтобы все это... Так. Знает, опять не стегло. Что специально подставить их вариант делать. Ну, умадать, брат. Башлам, если не я тебя, то ты меня, бог, замясер. Дейца. Сейчас. Он интер был боссу, как я чинал. Ты что больше? Цапсум дейца, как я сошь, я больше. انت يحقيقة وول شعباد ديش قطاز افير يوخي ولو يزاريوه هندي عطشنك ازجات تعليق انخي تمشي نوخشي قوما دوغوش دقك انت بو цар шаши азини аташен кери анарк шаши еш саки ня дала со стройка усо хока усо таксист усо еш ларош вац башла мухаз تعليق انخي تمشي قوما сбал болш халхи дында кахвикш башла мо еша еш цуабол пайда бол чулацам نوتشي قومي دعكا شربوك بوش دوغوش دوكا كنتي بو باشلامون دنگا دگر اق دنگا دگر اق باشلامون. Уважаемый, сейчас сайт, конечно, меня. Так, слушайте. Алсов, правильно сайт сказал, у меня закончился трафик. Сейчас я перезагружу эфир. И если вот все заходите, сайт ты тоже зайди, я сейчас проведу небольшой ликбез, так сказать, по книгам, которые есть у Башлама, по истории нашего народа. Я вот то, что не досказал, сейчас всем расскажу и покажу каждую книгу, которая у нас есть в арсенале, с которого мы берем материалы. Не считая там 80 гигабайтов архивных документов, которые благодаря моим подписчикам и поддержке, вашей поддержке появляется информация в Инстаграме. Сейчас я перезагружу и заходите все снова. Ибраим ютубовский, тоже заходи и подключайся. Дорогие друзья, не забудьте ставить лайки и подписаться на канал, кто еще не подписался. Баркал, всем спасибо.
Башлам. Ассаламу Мгм. алейкум. Валейкум ассалам. Так, у нас третья часть была или вторая часть была эфира было... нет, третья часть. Это было 500 подписчиков пришли. И вот сейчас я как раз-таки поделюсь тем, что есть у меня. И мы сможем как раз-таки немножко поделиться. И вот Саиди говорил, что и кинчик шандухаешь. И поделимся, как говорится, своими загажниками. Ну, сейчас минут 5 подождем, минут 5, и после этого начнем, как говорится. Башлам, астаqa собор деща асхахдай дот сайга долчум нахлят. Давай, давай. Только смотри, эти книги должны быть обязательно тебе подарены, не куплены. Да. Самуэр дорога дукойл книги шхарях милха мах бел эцелю башлам. Таласа иц ларца винац на хакуяш халуш. Хара чеченские мухаджиры и их потомки вместе с книгой Мехкдай Аминтисаева. Это мне дали в Академии наук, когда я ходил туда, мне предложили взять книгу с условием, что я их прочитаю. Срок садик билгал цаякыр. Дальше С возвращением, как говорится. ищи книг. Архивное управление бесплатно. Единственное, что я там дал, это бумагу с заявлением. Гарши книг «Восстановление Чечено-Ингушской ССР». Гарши книга Суна. Точнее, Академия науки первый книг. Гарши архивное управление. ца сомцауш цигаха колоч гатти абол беш вайла борсач о дик зуд ютсуна цосун хеха хехму худа диез так архивное управление Google хочун царах язин заявление цани елюсун харши яла цулсонах царсуна хазаясанч о дик язин книг хар истории чеченцев в письменных источниках хазаясан бог бул язык книга ю иецволвелч ханги ат иесорвелч да دي إزر اشتكري أغرش يوغ سون حسن بكاي книга яйтинвай алро тайпанолш хазнахчи қомат бала болш ямасит агол елош болш қома гулки хаш болш канто яйтин сунар Хасан Бакаев книг совгатан так хар хири чуган чена ха хириш yorах цамнаос то чо yorах юх книг шер царих цар цакне юх юқар чеченцы истории современности их бюсена швай чорт олех аша гуно тайпанолш ислам болш хазнаясан чо садиккан тут своя люсун хар совгатан их бюсена шия хара русин сязинал книг бадырич сеймашкара вай вешва еш я люсу кцашо ахшо халх ахсо еша сиз аяла дакодуларин вац цунитела сейни суряцер те болшишт аш усач одик язин книги Железный намек такой, да? Хара ну хажей умхаев сязинала в поисках национальной идентичности книга Сёгой Мартант и Руслану еш я лер хайнит и болша вариз хайца яхет сумцун гундал суна совата не лерис цигвоган чатсун совата не лерис Хар нохчи версин дошам юар словарь хар бәтсен те айоз йосург. Хара отсвой ислам болш болч гунар кантуа ялюсун совгатан. Так, хар хагушо книгаш, хар пхиял книг. Юг хокюк ара ца пхиял книга, вой союз писателей Олшмет тегивой из где-то на улице Ларсанова или где-то поблизости из цой царел книг шусон царасон и тпхит книгелер цадел книхетан смосу алмегардолш нохчи мота яриш хазнесэн чо дики азина яр хасте хажа ишсам барик хочта цэш делама само одолш сомнах иш книг шур дукоеш нохчи қом яздар хош бин белх шторш хагулден дац нохчи мота хазнесэн чо шрифтума дикюки яхтума дикту обложка хазю цан магар айох шорш цветовая гамма, как бы сказать, тоже. В общем, башлам дит свольвелч царсон нам книги Лерсон, это союз писателей. То есть нам обухан башлам. Войду и цахацан хакарц бабош, хош хамию шурерти бош, дукка дает не цели книги читать. И ешь на корор бацерти бош, сак кервечи
царшая кера мелер алур ёлш отсолч ох цадел кынхетамс шткайгоч энти бу ахаз ауй хоч башлам хаз хошалга огош гош удешту шу кагенах могш ай я сделайсик. Ладно, давайте начнем теперь с моего. Книга, конечно же, сразу буду указывать. Купленная книга. Так, это первая научная история. Война 1812 года. Панасенко Евгений. Книга купленная. Вот. Это касается каждой книги. Вестник. Вестник Академии наук Чеченской Республики. 3 тома. 3 тома. Вот это. Те 3 тома. Это то, что дали в Академии наук. Дали как бы безвозвратно. Раз не подарили целых, ага, дивіться. Книга. Кавказские горцы подарили. Это Кавказские горцы у нас. Так. 1869 год. Так. Авторы. 1869 год. Юра. Здесь сборник. Сборник именно чеченца. Подарили. Чтобы не быть голословным. Иоганн Бламберг. Иоганн Бламберг. Исторические, топографические, статистические, этнографические и военные описания Кавказа. Бламберг. Это тот самый Бламберг, который многие там... Бларамберг, точнее, Иоганн Бларамберг. Вот такая книга есть. Ну, ее очень много часто. Покоренный Кавказ. Башлам. Покоренный Кавказ. И Бламенбергом, Балберг, Халицунам. Покоренный Кавказ. Вот видите, тоже книга подаренная. Отсюда мы тоже берем материал. Каспари. Тот самый Каспари, которого мы по этой книге разоблачили одну из нарнийских сказок, в котором они рассказывали, будто бы говорили про других людей, но он описывал про чеченцев. Вот. Выходцы из Шема. Книга, которая говорил как раз-таки, он является ауховцем, Залимхан Мусаевор. Об этом в своей книге, помните, писали непосредственно Хасан Бакаев. «Выходцы из Шема» называется книга, очень такая, скажу, работа. Историк, поэт, публицист, член Союза писателей Чеченской Республики. Тоже подарили мне. Не авторы, я скажу те, которые авторами подали. Чеченские этнографы, этнонимы. Хасан Бакаев, первая часть. Сулейман Саид ее показывал, подарил наш хор. Листай под наш хор. История Абшеронского полка. Очень такая. Нашел один из наших подписчиков у себя во время того, как разбирал крышу или ремонтировал, подарил книга. Опять же, фактически все от А до Я 1892 года книга вот, об этом периоде. Башлам, чем товут ер белых штадир знете, хажвах чудар тецик. Обязательно. Великолепное издание. Он показал его сайт «Тени вечности». Одно из самых богатых произведений. Вне всякого сомнения. Подарено одним из авторов книги Ильича Ильясова, которую нельзя продавать, как вы знаете, только в пользовании для работы и дарить можно. Нельзя ее продавать. Вот такая монография. Это одно из лучших произведений, которые сделаны. Тоже последняя новинка. Вот. Ильич Ильясов. Дальше. Ермолов. Записки Ермолова. Книга тоже прочитана, подарена. Я вот, как видите, выписал там, что важно. Как раз я искал место, где Ермолов там ездил, 20 тысяч мертвых собирать. Но оказалось, что Ермолов никуда не ездил, и 20 тысяч мертвых он не собирал. И все было иначе, конечно же. Башлам, сами не еда разоблачается, сами. Кавказская конная дивизия. Опрышка написал, как вы знаете, книга тоже подарена мне, моим однокурсникам. Я его назвал Бамут. Конечно же, он не Бамут, Мелхи Варис, брат мой, Мурзабеков, Руслан Бош. Это он подарил мне
Ну, такая фишка была на день рождения. Историческом факультете дарили книги. Чем богаты, тем и рады. Поэтому вот во время, когда мы учились студентами, он подарил мне «Проконную дивизию». Это книга «Опрышка». То есть 1914-1917 года. Дальше. Русско-чеченские отношения. Это я как раз таки думаю, что это Республиканская комиссия по вопросам истории чеченского народа. Вторая книга. Чеченские мухаджиры, как и Саиду, подарили. Мехкдай подарили. Без возврата подарили. Стоит уточнить, подарили Саид. Дали почитать боя. Без обид, братан. Но подарили. Ладно. Тебе подарили. Ган. Етин 20 книг. Тохор, чат ялам башлам. Ингушетия. Ингушетия, часть Кавказа. Сборник документов. Подарил ее мне брат тоже. Сборник документов. Это Шадыжева. Автор-составитель Шадыжева подарила книга. Вот. Это подарил мне брат тоже. Кавказ. Это мне подарили братья-черкесы. Прислали через почту. Это в основном история непосредственно черкесов. Вот книга «Кавказ». Автор, чтобы сразу потом не спрашивали меня. Это абхазские пословицы. Автор проект Марии Виктории Котлер... Шинкуба. Вот, автор Шинкуба. Может, я неправильно говорю. Вот. Дальше. В поисках национальной идентичности. Великолепная работа. Подарили. Один из племянников. Племянник автора для работы, чтобы... Вот эта книга именно дана мне для работы в блогерской сфере. Вот что значит быть, как говорится, смотрят нас и вот помогли информацией. Дальше. Гумба. Великолепная книга. Гурамы Гумбы. Очень хорошая книга. Нахи. Вопросы этнической культуры. Подарили ее. Да, ее подарили мне тоже. Смотрите. 20 бяхай, 20 бяхай. Уже 45 книг. Это праведные предки о жизни Усмана Хаджи и Каны. Адам Духаев. Эпоха шейхов. Вот такая книга. Авторы. Кстати, это от автора. Подарок мне еще в 2008 году. В 2008 году. Башлам, Етин как книга не камятся, Ронар. Так вот, слушай. Северный Кавказ. Гапуров Шахрудин Андреевич. Северный Кавказ в половине России. Это первая часть, первая половина 19 века, вторая часть начала 19 века. Обе книги я купил сам. Это Гапуров Шахрудин Андреевич. Это я собственно купил. Это великолепная книга Хасана Бакаева. Книга подарена Нашхо. Гамурзаев. Книга подаренная. Кавказцы. Броневский. Книга подаренная. Дальше идем. Материалы Северного Кавказа. Книга подаренная Мурдалов. Это не самим автором, но подаренная тоже очень с картами. Очень интересная книга. Так что вот так вот. И почти что все, Милоро. Книга называется «Шамиль Имам Чечни и Дагестана. Материалы истории народов Северного Кавказа». Ну, вот такая вот маленькая, тоненькая книгочка, как ты видишь. И тоже книга Мурдалова, если я не ошибаюсь. Нет, редакционный совет здесь есть, но в основном это работы, если я не ошибаюсь, Мурдалова, да. Да, есть такое дело. Вот книга, кстати, по нему я беру очень много материалов. Здесь, Шамиль, о котором мы говорим, как раз с тобой об найбах. Здесь это тоже все есть. Шамил. Такая тоненькая брошюрка. Дальше. Идик Феррерон.
великолепное издание, которое я тебе назвал, это вот «История Чечни» в письменных источниках, которые ты, кажется, тоже показывал мне, да? Вот эта книга, Да-да-да. вот она. Вот, великолепная книга. Материалом Башлам. Мне ее подарил автор, один из авторов, кто работал над ней. Вот, как блогеру, кстати. Книга, которую все спрашивают, книга, которая, вот она, является про башни. Каталог объектов культурного наследия Чеченской Республики. Еще министр Хошбауди Даев был. Там после этой книги, он сказал, более дополненная будет. Второй версии этой книги у меня нет. Первая версия есть, второй книги нету. Все эти книги, дальнейшие, там есть Яуза Ахмадова книга есть, Александр Дюма книга есть, путь там дальше, ладно, чтобы не быть голословным, давайте, раз начал. Есть книга Бузуртанова Идриса «Происхождение чеченского народа», монография. Есть книга Ткачева «Ингуши и чеченцы» 1910 года. И это все, что, вот, как говорится, попалось. Так, есть книга Мальсагова «Происхождение ингушских фамилий, тейповых общин и роль ингушского языка в языковой системе мира». Вот монография. Это ингушский вариант Сулейманова Амуда. Дальше. Есть от брата Тимура подаренная книга «Мар. История Грузии, Кавказа по данным языка». Это тот самый профессор Мар. Дальше. Есть Мравелли, Леонтий Мравелли. «Жизнь картлейских царей». Дальше. Берже. Дальше. О памяти, подвигах, о славе. Дальше. Вопросы по этике и жанровой классификации чеченских героико-исторических песен Илли. Дальше. Природа и хозяйство Чечено-Ингушской АССР. Так, вехи единства к 200-летию добровольного вхождения Чечено-Ингушетии в состав России. На Ассу через Арамхи. Агибалова. Кстати, вот здесь есть самые старые фотографии, которые есть. Проблема происхождения нахских народов. Шатой, 91 год. Берже, чеченцы. Это другая версия Берже. Да, Башлам. И это только те книги... Чечено-Ингушетия. История Чечено-Ингушетии. Ахмадов, Шарфуди Бачуевич Ахмадов, Асталов и Исаев. Это еще с времен, когда я еще учился. Кое-что о чеченцах. Такая книга. Честно скажу вам, я искал здесь автора, но автора я здесь не нашел. Здесь, походу, здесь написано «Библиотека Международного благотворительного фонда имени шейха Мансура». Оказывается, была и такая библиотека. Здесь ряд авторов, поэтому это очень раритетная такая книга о чеченцах. Я уверен, что вот материала оттуда почти что ни у кого нет. Саид Чахкиев. Саид, твой тезка. Да, Лухуахвер. Дальше. «Жемчужина Северного Кавказа». Это про Казиной Ам. Книга про Казиной Ам. Хар 20 книг хилайтия. А? Хар 20 книг хилайтия, 3 книг хилайтия. Не, я же показываю все, из чего я беру материалов. Чеченцы и Чечня и чеченцы. Кстати, вот эту я разыграю, иншалла. Одну книгу, у меня 2 одинаковых. Я одному подписчику разыграю и задарю ее. Башлам, ахкешалла, халхетер, донсон. Правила будут для всех одинаковые.
Средневековые погребальные памятники Чечено-Ингушетии. Правила одинаковые. То Путь к художественной правде. Туркаев. Яуз Ахмадов. История Чечни. С древнейших времен до конца 18 века. ой, давай başla. Александр Дюма. Кавказ. Саамца ай başlama hırdalalız. Ну, короче, здесь потом есть, смотри, атласы, история средних веков, история. Вот. И первая монография Хасана Бакаева, которая еще до этих книг вышла. Видишь, это о древности этнонима Нахчи. И вы, конечно, понимаю, там есть еще одна книга, которую я не хочу называть название. Есть на то причины. Всего книг, ну, вот так вот. Есть на то причина, и это моя скромность боя. Но это вот книги в основном по чеченской тематике. Başlan, и книги ДСД был, контент даунсала, ДСД 72, хазнеясан дик активный был, хазгарч ала волш, нахчи хома доглош волш, он волш. Ой, молодец, Сайд, потому что он сказал, тебе ее задарить, да? И волса боя, и элерца. Başlan, asqit hashida что то меги, Ахмад Васт эрло, цус он ело книга, хахвадит стелерсон, султан археолог, цус он ело книга, хахвадит стелерсон. Jo macht ihr Zagerga nach Balsa Царь Ешьялил книга Ахвадит Стелларсон. Царна дал дикан спирком был массарна кричана. В основном, эти книги, вот то, что я показывал, вот из всех книг, я могу выбрать 3 книги, которые вот специализированно направлены на все, как бы всесторонне пытаются. И у меня где-то должна быть книга Ильяса Сигаули. Что касается, прочитал ли я всех? Не все. Я совру, если все скажу. Вот последние штук 10-15 я не прочитал. Остальные в основном прочитанные книги. В основном. Başlan, ихатер дат фог белхи чолу что хазнеясан осуна интерес тариз Бакаев халхарда этца шолода этца. Я скажу так, вы извините меня, конечно. И первая, и вторая книга, обе выходят у Хасана Бакаева 1600 рублей. Это ничего. Если даже они повторяются, оба по 800 рублей, видишь, ну 1800 рублей, даже не 2000, 2 тома. У меня оба эти тома есть. Если бы не было, я бы их оба купил. Я почему показал даже его тоненькую брошюру? Я ее сохранил. Хотя все там оттуда в моей ухо есть все, что есть Хасана и других авторов, которые патриотически настроены, они нужны. Я вам показал книгу даже Бузуртанова. Бузуртанова, Бас Идриса Абадиева. Все должно быть. Все должно быть, все должны знать. Поэтому я бы купил на вашем месте, если есть возможности. Я еще раз говорю, есть еще моменты, которые я не буду говорить как, что, но еще почти что под 80 гигабайтов есть документы. Архивные разные там карты, которые тоже... И многие эти вещи, это благодаря моим подписчикам, которые проявили себя активно. Ажешка, харумцунг алит, астансатак амахиги. Хвали. Дукка хайн хасоват дел хаз поддержки. Соватан сунел суюк, аха. Все, мало баштан садовка ведом. 3-4 книги только для этого. Совтанел. 3-4. Остальные книги, которые или куплены, или для работы даны. Ну и то вот Солватан для работы даже, они же не возьмут ее обратно. Ну, я не знаю. Если попросят, я отдам. Але башлан, але долго камусон. Но у меня обычно все, что мне дают, обратно редко кто забирает. О, и Алалам, ты с этого начинай, башлан. Когда будет розыгрыш, Бая?
Чтобы как с футболкой то же самое было, да? Розыгрыш да. Вышла. Сайт. Вышла футбол, выиграть ничего с чьим-то футбол. Футболку я отправил тому по почте, кто больше всех всегда в эфире донатит, и я ему отправил. Даёхкин хулкай так вышла. А? Даёхкин хулай так. Он хочет, да. Те, кто больше всех донатит, ему отправил. Нет, нет. Аукцион, когда выставили, тот, кто больше всех задонатил, он ее выиграл. Все, катался. Даёхкин, купи-продай, Левшик, Биржа книга ишт богылайтла вышла, а то явно проиграть. Вот тебе вот что не скажи, тебе бы подколоть. Заборет вышла, вы вообще заборешься, вот в удокунах. Заборя, Даёхкин я сдал. Мне ее подарили, я точно так же ее подарил. Нет, торчок, мало. Кто обещал, что задонатит, никто мне ни копейки не давал. Прошу не переворачивать. Заборя вышла, да? Поскольку это девушка, я не хочу имя называть. Ой. Поэтому наша ситуация. Когда забор союз, так как вышла, мог касаться мегерду. Какие-нибудь исторические будут, простое будет какое-то задание, историческое, да, умарца, яхкумаяцы. Башлам, то есть про героев дикхахи вашим, алхитсун, дикхасхитисун и тем вашим, про то, что некоторые люди пытаются поддержать там, вот, пытаются поддержать распространение своей истории, вот к этому я хотел прийти, книги Шмасом Цуман Хахи не раз. И третий вариант, точнее третий вопрос, который я хотел бы упомянуть, мастера, разные мастера Чеченской Республики, допустим, в прошлом и в настоящем. Мастера чего? Ну, по оружейному делу, допустим, по ковке там всякое, как бы... Я хочу сразу, чтобы ты понимал, если мы будем брать смысл слова мастера, я боюсь, что одной книгой не обойдется. Хотя бы одну. Это очень сложная тематика. Допустим, книги по войлочному истангу, войлочной истанги, а это будет отдельно, это огромный кластер работы, который нужен. По оружейному делу это отдельно, по холодному оружию отдельно, по стрелковому оружию это отдельно. Поэтому нужно здесь понимать, когда мы говорим, вот, просто не ляпать, как что сказать, а вот каждое направление имеет себе. Мастера у нас были очень хорошие мастера, которые делали Гуарднашери, я слышал, для войны. Были пушечные, отливом кто занимался, кто пушки делал. Поэтому тут надо очень осторожно со словами, мастера чего именно, указывать конкретно направление. Нет, два направления исключать, Серж. Все мастера должны быть как-то упомянуты, мы их должны, как сказать, показывать нашему народу, что они есть. Да, у тебя, боюсь, вот столько нужно будет тебе писать, это не один том. Ты должен понимать, вот, Сайд, я хочу тебе объяснить, смотри, что касается масла, возьмем Майстой, да? Майстой специализировались, они записаны, как они были лучшими травниками. Если ты запишешь 2 строки, Майстой были хорошими лекарями, травниками, конечно, это заканчивается. Но никому это не принесет никакого интереса. Но если ты будешь записывать как травники, лекари, то есть говорить о них, допустим, цинтароевцы считается духовное управление, в основном вот, духовное развитие было у цинтароевцев, считается по одной из версий. То есть там нужно рассказывать, какие вот во времена религии ислама, во времена, что они делали, когда христианство экспансировали сюда, во времена язычества, какова была ситуация, чем они занимались. Это очень, это вот, как тебе объяснить? Каждая из них будет вот такие монолитные книги должны быть. Поэтому специализация должна быть. У меня ни одной книги из того, что ты видел, заметь, ты показывал от писателей чеченских, у меня ни одной книги нету, как говорится, художественной литературы. Все эти книги являются историческими. Это все книги исторические. Другая, я еще ты же видел на полках. Остальные религиозные, правовые, исторические, Дальнего Востока,
Ближнего Востока, Древнего Востока, и про Сталина, и все остальное. Остальные книги я даже не взял. Это вот только тематические чеченские книги, которые я взял, и которых я использую. То есть, Башлам, про вот это мастеров, знаешь, как я хотел этот вопрос затронуть? Допустим, упомянуть их так, как бы сказать, как это исторически, откуда это зарождалось, что мы знаем, допустим, о занятии наших предков, допустим, 2-3 века назад. Допустим, Сюлеш, Войновчи, Омаха, Буртилей Олцер, Олахцер, и Буртин, что-то такое связанное. Да, это связано с занятием шерстью, бурками, с войлочным ремеслом. То есть вот царь чисто... Ну, ты же знаешь, что обозначает нахчи у аварцев, да? Ну, это если вот так вот брать одно слово, то мы же не должны наш этноним, который идет от наших слов... Я хочу тебе понять, что обозначает на их языке. Не, им хазерс, он техдяч хазерс, он интересуется. Наоборот, не, я намного круче считаю его, чем Буртинал. Буртинал уеваю. Да даже не, если это бурки и все, что остальное. Не, абсолютно нет. Если ты хотя бы маломальский историк, ты должен понимать, будь ты кроманьонцем, неандертальцем, или как там, кем они, троглодитами он называл, да? Артемушка. Ну, такое название не столько обидное с точки зрения истории. С точки зрения истории лучше быть людьми пещер, чем, не знаю, бурок или там, не знаю, каких-нибудь истангов и так далее и тому подобное. Ты зря так говоришь. Очень что я сказал, Башлам? Что я сказал зря? Ну, ты говоришь о оскорбительном характере. Чем это оскорбительный характер? Скажи мне. Пытаюсь подколоть царь Хахина. Ну, потому что они безграмотные чабаны. Тот, кто так говорит, это безграмотные чабаны. Вот эту чабанскую версию видел, да? Подожди, оскорбление ли для человека безграмотный чабан? Скажи мне. Это оскорбление? Да, в зависимости, кто как это произнесет, конечно. А так, Элч, саллаллаху алейхи вассалям, махалливай. Но вот сейчас Жада, ты пришел, Рошала. конечно, совсем другую степь. Сейчас ты ударил по религиозной теме. Причем тут религиозная тема? А ты знаешь, я же тебе не говорю про священных деятелей. Не, Башлам, слышишь, Мацабох, а характер делай оскорбление, смотря кто тебе как преподнесет. Но ты говоришь, вот, допустим, Масла, ты говоришь, что примерно чеченцы там оскорбительном характере, что мы являемся этими. Я пытаюсь подколоть Алгертирса, вот кто-то пытался нас подколоть, исказив наш этноним. Ну, в общем, мы сейчас с тобой заводим не тот разговор, который нужно заводить. Я зачем вот это все затрагиваю? Допустим, и оттуда это название распространялось на всех тех, кто с чеберлоевцами имеет один этнос. Помнишь, кто-то упоминал в эфире, дети, вот так. Видишь эту книгу? Да, отражение Никколо Макиавелли, «Государь». Ага. Эта книга была настольной книгой для меня, потому что я очень по молодости очень увлекался политикой и читал ее очень-очень много раз. Именно Никколо Макиавелли, кто-то, кажется, у меня в эфире упоминал его. Да, кажется, он упоминал. Вроде бы он. Эта книга у нас есть давно уже есть. Вот этот экзоэтноним, который аварцы распространяли в первую очередь на чеберлоевцев, а потом на всех остальных чеченцев, несет в себе некий смысл, который указывает на род деятельности тех людей, которые жили непосредственно по соседству с ними. Из этого вытекает, что у нас были мастера в этом направлении. Вот к чему я хотел это привести. А то, что наш этноним нохчемата, дол нохчебоштолдош, прибегать к толкованию посредством языков других народов, это совсем глупости. Наш этноним можно толковать на нашем языке, вполне можно раскрыть его. Кто хочет, поймет, кто не хочет, не поймет. И что это мантедалу эрчорсов вкратце элч. Осонис катирмёсом. Катиросонис. Да нет, я это, в принципе, тебя правильно понял, но я не согласен с тем, но почему? Потому что вот многие задают, особенно в последнее время, ты слышишь разговоры о том, что
вот на нашем языке, допустим, про нас вот обозначает вот это, обозначает, допустим, вот это. Вот они с гордостью так говорят, это на нашем языке. И обозначение «юцу хуман олца». Как будто бы на нашем языке там, или наш этноним как-то иначе звучит, понимаешь? Но на самом деле, если говорить откровенно, мы должны изучать, я почему закинул тему, ты помнишь или нет, не знаю, закидывал тему, как рутульцы называют, кажется, лезгинский народ, рутульцы, да? Да, рутульцы, кажется, называют нахи, он, говорит, называет чеченцев. Мы же всегда транскрипции как говорим? Допустим, про нас перцы говорят сасаны, осетины говорят сасаны, кабардинцы говорят чачаны, и мы вот так перечисление ведем. И поэтому, как нас называют, соседи даже наши, это имеет значение, чтобы люди знали, и чтобы не сочиняли про наш народ то, чего на самом деле не существует. Те версии, почему? Потому что люди знающие говорят об этом, Саид, а не знающие просто домысливают. Если вы ищем хуже Сахача, завтра начнутся сказки и байки про наш народ. Вот этого допускать нельзя. Категорически. Это само собой, да. Я поэтому сказал, я вполне стал буртинал от того, что ты взял, что бурки. Ну, во-первых, чеберлоевцы никогда не славились своими бурками. Мы же еще не до конца его изучили. Ну, не знаю, по крайней мере, я ни в одном месте не встречал этого. Ну, так что, ты не встречал, все. Вот я говорю, я не встречал непосредственно, сразу говорю. Но чеберлай встречаются очень часто, как войны встречаются. Именно про Тайп-Макашвай отдельно, несмотря что они чеберлоевцы, отдельно. Садуай идут отдельно, как один из древних чеберлойских, древних тайпов Садуай идут отдельно. И много про другие тайпы. Про каждого по отдельности. Вот ты встречал, видать, ты сейчас молчишь специально. Не, Башлам, я не встречал, потому что я конкретно не изучал, поэтому отрицать дердатис. А то, что как воины, мюха, ногчи, ком, цен, орма, что... Не, собри. Послушай, Саид, я прошу тебя не путать, ты каждый раз мне говоришь это, и я не хочу, чтобы ты повторял снова и снова одно и то же. Я знаю, что весь народ является воином, но мы должны быть откровенными. Есть кто-то, кто живет по границе, и они отличаются своей жизнью и родом деятельности своей жизни тем, что их природа сама и география заставляет все время воевать, защищать, быть пограничниками и так далее и тому подобное. Понимаешь, о чем я говорю? Ну, да, есть некоторые глубинные тайпы, которым, в принципе, не нужно даже объединяться в ту помощь, чтобы с кем-то воевать, потому что туда, как таковой, военные действия редко доходят. Ты понимаешь, о чем я говорю? Да, понимаю, но слегка мне кажется, что мы с тобой друг друга недопонимаем, потому что как бы далеко тайп не находился под границей, все равно он участвует, он подходит на подмогу, в общем, он не стоит в сторонке, когда люди сражаются, да, по крайней мере, если это продолжительная война. Заметь, я такого не говорил, что он не подходит или не помогает, я этого не говорил. Я говорил тебе про род деятельности этих людей, которые занимаются непосредственно какими-то вещами, которые приходится охранять границу. Ты говоришь про военные действия, конкретно, когда приходят или не приходят. Я тебе про Гоголя говорю, а ты мне про Гегеля говоришь. Поэтому мы с тобой вроде бы об одном и том же говорим, и говорим о разных вещах. Мохинца, Мадардича, ты меня обвиняешь в том, чего я не делал. Можно вас обвинять, я понял, ты сегодня решил меня потроллить. Ну, как говорится, это шутка. Но ты начал неплохо. С учетом, ты знаешь, что я очень злопамятный. Я не злой, просто память у меня хорошая. Понятно. Но твои вопросы про то, что я продал, Хозяин, твой подклад я запомнил, надолго запомнил это. И как-нибудь при первой же попытке, возможности, я тебе это
как говорится, припомню. Давай башлам, ока берт ловящий, ока берт сага, харанген, да, фильм больше. Не-не-не, ты уже сказал. Вот эта книга, которую мы разыграем, да, Она тебе не достанется боя, как минимум. да я этого не говорил, я эту книгу официально, как говорится, брат вытянул СД вари, ДСД вари, я разыгрывать не буду. Это СДЛ Лошина, Бисмилля, Аллах. Да, мабор сделал башлам. ДСДЛ говори, Харкинч Хайон, он лучшун, вайдалу рьон, адалу экшн. Ай-ай. ويرزق سيو بسم الله الدلو شلون ДСД. А я делаю имтихан, да, елвал шора цаах саатал. поэтому Саму шлюч моро. ويا تسوندير كان مهتم شنشادик на самом деле запамятно, да, что просто дагахуком шадик. Пошла мой ДСД, да, вижу, вам тебе мед сумцу, хамну шор, даг мадо. Он всегда до конца идет. ДСД. Сумцу вала, цу башла мол цаки, Новый год должен стадиал буквально. Что за конкурс без конкурса бая? Так что, Саид, ты конкретно заболел сегодня? Ты решил взять... Башла на ровном месте книги Ахика сделала эфиревен. Книга Саяхин Асдезден, Алушует, он дам дальше сам. Если вот такая белая книга, которую издалека вы не увидите все равно название, вот эта книга, та самая крутая книга, которая есть. Но брату Леме, который ее мне просто задонатил, я просто был в шоке от того, что когда она дошла до меня, Лема... Ажал башла, мы вязешь, что гон дает за сами ахкашуной. Ой, сам тебя свой, а он коуч вон хочет. Лем милвар алвы. Дээс дэ милвар алвис на гала, паники вали. Паники мусовка. Ажал я ешала телефон чую, цеги нирсун, цумца ела цана было. Закончил. Просто книги, которые я заполнил. Да, башла. Так. Вес болжу безом он лило рюваси, а хай безом бахкал спошта диц. Сайден дало, ма. Все. Сайден. Да. Алрювас. Уж бот безман, а сумура я тера, но ладно, пойдем, хали дало рюпой. Да, са ела книг, да. Ол кант бошта диц. Да, дикан спекам бойлун. Сов забарша шорса сайдага, ца хаузош вор. Ой, дагадик, Элла. Это типичная нордийская тема. Все сказал, все задел, как мог задеть. Не стать конкурс ездил. Конкурс ездил. Просто пока занимался возможность ограниченную, я хотел каждую неделю, хотя бы месяц, один раз конкурсы проводить на историю. Но, к сожалению, пару раз, когда я поднял эту тему, начали какие-то разговоры. Офсайд, Сент-Адитин, Умшлятель. Продал, купили, тяхумши. Я поэтому, не хотите, ладно, хорошо. А вот так, конечно, было бы круто реально проводить во время стрима. Я же не просто так зачитываю каждый вопрос, который с донатом приходит, или каждое, все, что пишут, я пытаюсь зачитать, показать, все, что даже хеумдаца. Меня никто, Ибрахим с Хариной, вот как я вам показывал, и все, что у меня есть, я пытаюсь вам показать по максимуму, по мере возможности. Башла. Вала, аслило, чумана, ясая, мах, я там бацерсон, минутан хавахта, о, я ищсахон, охтаря. Заберем ли, нас он хуется. Им добавить. Но, ой, убож ты, кудон, я-то понимаю, что ты шутишь. Я, само собой, ты знаешь, я человек, по сути, очень добрый, злопамятный в отцу. Дик ваш маяльна, бусол штаги, дуак эйда хилавиз, дуак цен хилавиз. Если бы ты там был какой-то, я не знаю, норниец, возможно, я бы и ДСД, эрдарас, что совешь ДСД, ищу на его общаться. Я знаю, ты увлекаешься, ты работаешь. Ну, там тебе она понадобится, чтобы в следующий раз подколоть кого-нибудь более слабее. Да, да, пошла. Это сумма, я как раз.
Ikkinchisi, DSTni dalva boshlash va unda avribdi. Dela DSD-ni sho'z yalaqas. DST я так скажу, есть мои братья, которые реально переживают за каждые эфиры, за каждые возможности, чтобы мы чаще встречались, говорили, обсуждали. Таких людей я прислушиваюсь. И у меня уважение. Честно скажу, как бы я ни говорил, каким бы я мягким не был, я запоминаю все. И кто какую гадость делал, подлость, кто когда подколол, в какой день. Все это, конечно, само собой я тоже помню. Ну так получается. Я не знаю, почему я запоминаю, но я запоминаю это. Цундера, Уэядам, Лаха. ДСД в следующий раз не будет принимать участие. Да, поэтому я хочу достойно Медрибу, Ильясу, Хусейну, Ильяс, Хусейн, Ши, Эхка, Шивашу, они тоже вечно такие боевые братья. Так, Кабину, Мункару. Я могу каждого поименно назвать, поэтому проблем нет. Своя дегдуй, то, что есть, садегдуй, сайолками, совежреши, проблемы шундаска. ديك شو أنت يا حا بيدن وأنا خير دول شو هم أنت يا حوي دا وحا وأنا واستضيف دو حوسي حوصل DSD انت في ليبيا وحصايد وتي على تجي تكنيك حتى كانت من شو كونوا والد بينو يا شو والد هنزم ديقر حقو شون خاين خايد سووش بشلام أوشت أزابريش دلدا اشتوات دل تعبان اللي صنعت ديك خز أولو ماتش خز سووش منيسوي تعم ياجرق شو سايد حتى لا أنت يعرفون أرادرسكي دوكما ديلاك أمي عبارك شو نيبين إيش запомнил ты это слово? Конечно, запомнил, сунешь са эфира, за ёлочка на хаешь кепкепа, никяже, чу олиш, са оттар ясон там. Почерк масон са эфира. نوخشي كينش ألتشوا نوخشي كينش ألتشوا إرلو آدم هذا إيرو آدم اس نوخشي كينش ألتشوا خليشون اس дом печати цучу ахулшон. Что касается сайт выступления, ну смотри сайт Дух Махалла, Кез Махаллах. Здесь же открытый доступ для каждого. Каждый может зайти, каждый может сказать, каждый может творить добро. Алару валер из Бену валер, Куршу валер, Шин дик далу шостегуй. Цуна никто же не запрещает делать добро. Проблема в другом. Проблема в том, что если ты сам человек гнилой, и сам ничего не делаешь, не помогаешь, не принимаешь ни в чем участие, и вечно под кого ты ковыряешь, это уже другой вопрос. То есть, Башлам нашел слово флаг, это патта. патта бог, ацо хат махатери вай масиптаз. Хасхана в Руслане, страница антиадарах, байрах каринсон, абуза. Да, патта, лязин, да? Да, кош дармиотсон, дари? تعقيدك там شين версии дармя чулон сой لا там был но хаж версии он точно декса должен выжить, когда ты много чего читаешь, ты путаешь, и авторов путаешь, и места, поэтому я всегда пытаюсь ссылки делать на авторов книги и страницы по мере возможности. Если это полевой материал, я записываю полевой материал. Если это карта, я пишу карта оригинал такого-то года, ты, наверное, видел в посту, да, когда я пытаюсь указать это. Пытаюсь. Что касается хэштеги, с хэштегами я прошу быть очень осторожным. Аллару, ваша, с этими хэштегами будьте осторожны. При повторном хэштеге автоматически ваш канал идет в бан. То есть вот сама компания Instagram считает, что вы просто-напросто бот, и после этого вас отправляет, как говорится, в черный список. И ваши публикации сокращаются, то есть просмотры сокращаются. Поэтому это очень важная тема и очень, как говорится, нужно об этом знать. Вот. Я благодарю. Башлам делда бaqdar تحقق درست أحر أس ألش دشخ أس خارسين تجولج دينيو زابرخ إيش سواسم سهلتيون. Делаться, Алексун. Я сайсум, но хумамацедо. Просто есть моменты, и азаматик оласи эфира лучшена. Хюга бас на дальнейшее бас. И вот ака сон аальшуна вассаху.
просто-напросто хадуаг цин хилари, не дуаг аж хилари. А саум дин азабарича. Есть места, где это уместно, а есть, где это неуместно. Так вот, завтра, послезавтра, если ты не захочешь, чтобы кто-то перевернул твои слова и задел реально, и оскорбил человека, не делай этого. Ты человек не публичный. Ты редко бываешь в эфирах. А я уже по максимуму знаю, что можно каждое слово использовать. И даже ты, когда приводишь в качестве примера, могут накатать заявление, отправить в прокуратуру в Осетию и сказать, что вот этот человек призывает сжигать и так далее и тому подобное. Ведь все прекрасно знали в этот день. Хорошо, благо я сохранил это, или Ибраим сохранил это на YouTube. Есть доказательства, что это было не так. Но многие люди используют. Вырезать. Хорошо, время от времени, мы-то молодые. Даже вот такой монстр, так сказать, монстрила, как Хасан Бакаев, даже из его слов вырезает из контекста и закидывает. А этот человек такой, знаешь, как их называют, таких людей, божий одуванчик, или до того дуагцени, дуагкедис, такой, никогда ни с кем не спорит, там, он что-то показывает, там, грубо говоря, объясняет по истории. Никогда я не слышал ни разу, чтобы он кого-либо оскорблял или задевал народа и так далее. И даже цуналят идущего, а почему? Ну, потому что мы взяли на себя не самую лучшую ношу разоблачать ложь людей, которые клеветают на наш народ. Одно дело в директе мы с тобой пошутили, а другое дело вот так вот. Почему Маршу, Тигр, Лович, Кьячара, когда они говорят, берут эти разговоры, потом делают ролики, закидывают, и начинают присылать, скидывать иштари, вожвоштари. Поэтому Майкл Джемерза, можешь коротко дать информацию? Нет, к сожалению, не могу. К сожалению, не могу, потому что информации у меня про него нету, почти что нету. Кроме того, что был когда-то такой исторический персонаж, подтвержденных данных и информации у меня нет. А если у меня нет информации о нем, сайт абсолютно сомневался, я шутил насчет тебя. Так, садок парад, арвол далди конспирка бойма башла, юкштолга гуштон. Кинчка, ДСД-ном дайрил, кинчка, хайн, байрил дочь хайна хавака, чан дауру. Доставки я башла на дом. Кылма ешам, после масла и гречки, кайхумая. Но обгорятся, хаялак пакетчу, хаял кетчунак пакетчу, йоли няри вай масу даун. Мегегду. Местоположение скинуть, я схай, накройный. Ахара, бейка, пейк, вай, сдауру. Мечты? Дыгда башла на усарил, список аяжен, налга гречка, арбаря. Ахара дама, ахара, шеиштай. Масла холыш, киран, чё полезно, да, кукурузный мука. Башла дахам книги ухол, я ворусу са ахар шкетчия. Так, хашка, Дыгда. торты, ашвошка. Киетва. Аюр, я хаяла боя башла. Хаула. Ты царь глаза. Отсюда хорошо башла. Аз башла, мы цачишь сок вети. Ты можешь остаться в эфире. Вы мне не мешаете. Запрос хаятника, принимать вашу. То, что вы спрашиваете, я отвечу. Я с радостью отвечаю на ваши вопросы. Если вы хотите, чтобы я зачитал, есть книги, которые я зачитаю, расскажу вам. Просто остальное. Ильяс, говорим сразу. Башла молча, цачишь сок вети, жимоник, хао, тюнгер, буадал, шишиш, да, моли. Кисента, вообще, кисента, я давится. Начал уже, кому кайлинши, гуча хулвелон. На Башла, самом деле, сайт Сочи, Цаузы, Бевятна, Ватсон, и то, чтобы, наверное, проверить, насколько я мажор или не мажор, проверить мое богатство. Ну, это я так предполагаю. А так, Сочи, Халилш, Ватсон, что подумайте, что он у меня прописался. башла, вообще, да, еще уж да, твой, наверное, моя ларка. Дерду, это проблема. Я про то, что любой человек может пройти, проверить, чтобы не переворачивали. А кинчик он дал рыбу, да, связи. Да, Ресул дал сайыл, да, если дал дикан спеком был, хуна. Вежри так, шурга дул башлам, да, Ресул, дош качеретерна, хазвист халитерна. Дал дикан спеком был, марш ойл. Ассаламу алейкум.
Валикум ассаламу рахматуллахи ва баракатух. Вот так вот дальше. Давайте продолжим. По ходу ночных этих, как говорится. Ибраим, если есть вопросы, задавайте. Не вопрос. Лоамаро ДСД ничего не сделал. И ни слова мне не написал. Просто я знаю этого брата как достойного брата, поэтому я захотел ему ее отдать. Мне никто, вот видите, вот об этом же я говорил. Мне никто ни за что не платил. Часами вы сидите, просто слушаете. Это насколько нужно быть ущербным, чтобы вот задать такой вопрос, сидите просто, кто что скажет, чтобы вырезать это. Ну, нахцахлар, молодец. Дальше, продолжаем. Башлам Саид, Хауша, Сискалия. Саид, Савош, Хауш, бывает идти. Хава, идти далури, я все равно до утра почти не сплю. Сейчас отсюда, как увижу, что вы спать хотите, пойду дальше читать. Днем я сегодня поспал, завтра никуда идти не надо. Так, в принципе. Ибра, если есть вопросы с YouTube канала, задавайте. Сообщение, в принципе, мне больше не приходило. Ой, джваб дал в душу. Хуш, что джваб дал. Да, не так уж и много книг, видели. На самом деле это немного книг. У людей и 500, и 1000 книг. Это вот просто основы, так сказать. В основном те книги, которые можно использовать. Их намного больше, конечно же. По археологии, музейное дело. Башлам, были у нас в Аргунском ущелье викинги. Подтверждения я не нашел. Вала, туркиш иштадойш валхари, худяндарам. Özre, еще один час закончился, мне нужно перезагрузить. Если кому интересно, заходите, я посмотрю по мере возможности, и тогда завершу. Мне надо перезагрузить здесь через каждый час. Нужно заново загружать и пополнять трафик. Цундера, не теряйтесь, не пропадайте, если кому интересно. Я перезагружу и отвечу Вале 1963 из YouTube канала. Отвечу насчет викингов в Аргунском ущелье. Не пропадайте. Дорогие друзья, не забудьте ставить лайки и подписаться на канал, кто еще не подписался. Баркал, всем спасибо.
четвертой части нашего эфира было 360 человек. Это в прямом эфире в Инстаграме. Да, что касается по поводу викингов в Аргунском ущелье, что нашли топоры, щиты и так далее и тому подобное. Там вся ссылка была на то, что это были представители из Норвегии, из Красного Креста, Новой Зеландии и так далее и тому подобное. Я проверял данные компании, которые находятся в Алейкум Ассалам, находятся в Норвегии, находятся ли они в других в Дании. Но никакого подтверждения о том, что эти научные деятели, которые приезжали в Шатойский район, Аргунское, так сказать, вдоль реки Аргун или Аргунского ущелья, находили данные материалы, я не нашел ни в Норвегии, ни в Дании, представителей каких-либо скандинавских стран. Поэтому считаю, что этот материал, по крайней мере, ссылки на этих датских или норвежских, скандинавских ученых, раз нету ссылок, значит, это немножко недостоверная информация. Башлам, ты как-то рассказывал про участие чинхоевцев против монголов. Где можно об этом прочитать? Чинхоевцев против монголов. Интересно, какой был этот момент? Надо посмотреть. Я сейчас уже не помню даже. Чтобы я отдельно про тайпов против монгол сказал. Отдельно про тайпы я редко говорю. Я говорю общенациональное, поэтому ситуацию. Жили ли неандертальцы? Думаю, что да. Среди наиба были представители Мелхи Вашлан Тридятки? Конечно, были. Были среди Мелхи были наибы, даже не один. Если не ошибаюсь, двое были, если не ошибаюсь, насколько я помню. И абреки были Мелхи, и наибы были Мелхи. Были. И Чанти были, и Зумсуя были, и Пхантуя были, и Вашендруя были, и Варандуя были. Тумсуай были тоже. Тумсу был один наиб, если я не ошибаюсь. Были, конечно же. Но Эккой, само собой, были. Поэтому... Когда, давай скажем так, через 2 недели у меня день рождения. Что ты знаешь про Мулхуая? Я много чего знаю про Мулхуая. Поскольку Мулхуа считается братьями, Мулхуа, Эшбату и Цеси считаются 3 братьями. Мулхуа старший, Эшбату средний, Цеси младший. Такая вот легенда, поверье есть среди нашего народа. Мулхуа очень известный и не маленький тайп, большой тайп Мулхуа. Гендергно имена известны. Гендергно имена известны. Не понял. Были ли Гендергно найбы, ты имеешь в виду? Конечно, были. Чего стоит один Айса Гендергноевский? Я уж не говорю про остальных. Солтби, один из последних молодых наибов, тоже. Солгер наиб, тоже малой Чечни, Гендергно из Урус-Мартана. Кто инициатор избрания Шамиля имамом, Талхиг или Шуайб? Не Талхиг и не Шуайб. Башлам. Дервар Джаутхан Лацдица. Дервар Джаутхан Хлацдиц, Ош Масара Джаутхан, Белхто Халари, Темло Халари, Дюналдош Халари. Именно какие-то экспедиции, как он себя проявил, и все в деталях описать я не могу, к сожалению. Почему? Потому что я сказал, дайте собрать мне материал для начала. Про основание село
Основание села я как таковое не интересовался, в каких веках в основном считается основались. Считается, что с 16 есть версия, что 16 якобы века, где кто-то говорит в 17 веке основали село. Кто основал? Что это само собой не нуцалы, не шамхалы его основали, а именно представители чеченского народа. Это тоже как бы общеизвестный факт. А вот с чего его назвали, здесь, конечно же, уже много версий, и мы над этим работаем, ищем истину. Кто-то говорит от горы, которая находится в Ношхе, Чичкварт, Оши, Чечкварт, Оши, Чечен, оттуда, что... Но что основали селение те, кто спустился по реке Аргун, и они были представители нашего народа. Однозначно это так. А также Чечен, город Чечен был, это тоже есть. Был ли он на основании, где село Чечен-Аул, сомневаюсь, маловероятно. Но считается, что городом Чечен были. Башлам Шариф в каком году основан? Даже, честно сказать, я даже сейчас не помню, боюсь ошибиться. Боюсь ошибиться. Но упоминание вот как таковой, скажу честно, Автуры и Герменчук упоминаются раньше, чем Шалей. Честно вот скажу. А дальше надо проверять, надо смотреть, я врать не хочу. Основание сел, я еще до этого не добрался. Поэтому может ситуацию. Гермчик, Ойтер, да не вот раньше. Правда, что вас называют аварцы чечаны? Ну, у нас, кроме аварцев, чечанами называют черкесы. Аварцы кто такие? Имеется в виду, чтобы так именно называли. Нет, неправда. Аварцы так нас не называют. Буртиналами называют аварцы нас. Башлам, посоветую книгу по изучению истории нашего народа. Башлам Ария, Эфирия. Шали 14 век написано. Уху, у меня нету такой информации насчет 14 века. Честно скажу тебе. Вот, даже нашу основу. Я поэтому не назвал же. Не назвал. Так что... За счет истории сел, конечно, стоило бы заинтересоваться, но мне пока, как говорится, общую бы картину. Какое было прежнее название на этом месте, как оно называлось. Есть официальная Википедия информация, но она слабенькая очень. Да, конечно, Берланд. Историческое образование. Тебе рекомендую Хасана Бакаева, Берланд. М095. Первое высшее образование у меня, да, конечно, историческое. Васкамот Киечан Дикдук. Васкамот Киечан Дук Дикбая. Васкамот Боцега. Ой, Нохчумот Махавай. Нохчу Хельдерухо.
Туркиш Гардаш давно уже, давно не знаю, уже работа проводится в этом направлении. Ва алейкум ассалам, аух махкар вежришк. Согласно преданию, основан в конце XIV века в источниках Большая российская энциклопедия. XIV век это очень являлись ли предки галгайцев частью нашей, но являются ли они генетически близкими? Да, галгайцы являлись частью нашего народа буквально до 17 века. Являются ли они генетически близким к нам народом? Генетически, да. А вот ментально, думаю, уже нет. К сожалению, уже нет. Предводитель только что переводится, только вот. Аух Мехкасош Ибраим, германские связи, Валсулц. Мне опозднее говорили, что Айсан Геннадьевский родился в 1780 году, и во время шоу был он уже пожилой, но все равно сильно воевал. Про возраст его я не интересовался, честно сказать. Честно сказать. Но Иса был одним из достойных. Башлам Джоутханах, Шуайб Муаллах Лятчко дүйс историю қа. Оуш Хазасон, Жим Царах Лятца. Халарсон. Посмотрим, почитаем, поищем. Они все являются национальными героями нашего народа. Поэтому надо смотреть, надо изучать. Counter-Strike. А почему мы стесняемся признавать, что чтобы во время язычества до ислама это нормально? Я не стесняюсь. Кто это говорит, стесняюсь? Конечно, были. Ассаламу алейкум башлам. Ва алейкум ассалам Асламбек. Ва алейкум ассалам. Да. Башлам Айнохчи в данный момент мастейпту. 200 с лишним тейп. Но если считать гарш, ник, то 200 с лишним. Если убрать гары, ник, то где-то 170, 160, 170. Интересно, наши башни же изучены. Сколько лет нашим самым старым башням? Асламбек, мы говорили об этом. Самым старым башней считается Харачевская башня с 5 века.
нашей горной местности понятие немножко растяжимое. Горной местности как? Завтра в эфире постараюсь показать, если завтра у меня получится. Покажу, да. Машлам, можешь немного кратко разложить путаницу с акинцами с гор и с Ауха? Как, когда в Аухе оказались, почему половина ингушского народа Фяппи является актерским тейпом? Не понимаю, что такое актерским тейпом. Тарас, коротко разложить путаницу. Никакой путаницы нету. Лам экки это не тухумное, а тейп. Один из 10 тейпов, которые не входили в тухумы. Имеется в виду вот общество АКО, как его называют. А это чисто только акинцы. Что же касается ауховского тукума, акинский тукум, то туда входит почти что 40 или 45 тейпов, которые проживают в Ауховском районе. И они не являются все представителями акинского тейпа. Но дело в том, что Сулейманов, когда фиксировал, он записывал со слов тех, кто собрался. Когда собравшиеся в основном были из тейпа Акки, они все, какие тейпы здесь проживают. Он перечислил ряд тейпов, ему перечислили ряд тейпов. И когда у них спросили, Йош Милч, Шабеш Аккабуа, так он и зафиксировал. На самом деле ауховцы это не все акинцы, и вот эта разница. Есть один тейп, который Лам Ак называется, причем очень большой тейп, а есть тухум. Вот из этого тухума акинца только до 10 тейпов входит реально акинский тейп. Это одно и то же. Но ауховцы это понятие более широкое. Там туда входят разные и чаберлоевские, и нахшмахкоевские, и шароевские тейпы. То есть это более такое обширное название ауховцы. Вот такая вот разница. Что касается ингушей, я не буду давать насчет ингушей ничего. Башлам слышал, как дешнийцы дали отпор лезгинам, когда те хотели поставить наиба лезгинам. То есть исторически Шамойлин против. Да, я слышал Иван Иванов, но там не сказано, что дешнийцы. Там сказано, что жители именно вот, Дешни Ведан, вот, это место. Некоторые говорят, что бил готовится, некоторые говорят дешнийцы. Еще раз прошу, это были чеченцы. А лезгинами в то время называли всех. Поэтому прошу не путать, это не те лезгины, которые оттуда. Этот имам Шамиль назначил на эту местность наибом Сюли. И когда он пришел, ему дали отворот-поворот. За что, конечно, говорят, Шамиль очень был злой на представителей вот, веденских чеченцев, так сказать, за то, что они отправили его обратно и сказали, что не будут подчиняться какому-то, ну, в кавычках говоря, Сюли. Машлам, да и Сибири бегали тейп наш язык хали цахала. Сибири бегали, язык цахала, столько же было. Сибирь это 20 век. А прекратили формироваться в 19 веке, считается тейп. Понял, Башлам, я недавно зашел только. Ничего такого, акинский тейп хотел написать в Фяпе. Башлам, ну, тебя... Вот. Так, я понял, уже многие хотят спать, отдохнуть, видать, не выспались вчера. Вот. Наверное, надо вам дать возможность лечь спать и отдохнуть.
33-34 человека. Да, Ибрахим, Кадбель, Шутер Дош вообще. Может, как случилось, что число тейпов увеличилось, эту тему тоже некоторые не понимают. Увеличилось оно очень просто. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Абрек Мути Оспа, соратника Зелимхана, хорошо слышали. Делрес Хейл. Не слышал я. Делрес Хейл, да. Башлам имам Шамиль первый принять Мичавина. Первые его приняли 73. Даже так в Ютубе. После Ахульго говорят, что его первые приняли в Биное. Бен Хавалин Абдуис. После Биноя уже подлечиться отвели в Шатой. Там подлечили, и с Шатоя его назначили имамом уже в Урус-Мартане. Исрапил скинул личку. Дегду. Не то, что скинул, можно Исрапил, Канса, Эхтубел, Эфириоль, хули ты можешь скинуть мне, но и заодно и рассказать, зайти в эфир и рассказать тоже. Никаких проблем нет. Я постараюсь завтра сделать. Честно, и сегодня не рассчитывал так долго, но завтра обязательно тоже постараюсь сделать. Эфиры важно проводить, нужно проводить по мере возможности. Эхтубал Арцани. Сайд, на твой вопрос по поводу, как умножились. Ну, гарш, некой, как образуется, ты же знаешь, да? Вот так и получилось, что один тейп делится, начинает там гары делиться на несколько частей, уже автоматически, потом в конце, ну так быстро, если грубо говоря, они начинают называть каждый гар, каждый некой называть отдельными тейпами, хотя это все от одного тейпа. Уеспан Са'даллах дейц жим хайнход. Уеспан Са'даллах. Мелотеш Уеспан Са'даллах. Са'даллах. Поэтому сейчас беш бойс будет бакдачфон. Гихтар Са'дал войсон. Войс эльшудон эльшсерцунал эхтажим хасон. Но о нем я читаю, и сегодня даже в этом от Ткачева зачитывал вам. Са'дулла Гихенский войсон, значит. Ну, на сегодня сейчас какую-то большую тему мы поднимать не будем, потому что сейчас уже и 3-й час, люди многие устали. Я уже 4 раза Гихтар Са'дул вицес. Уже несколько раз. Уже 5-й час уже идет эфир. У нас 5-й хуй. 10 я зашел. 11, 12, час, 2, 3. Да, уже 5-й час идет, поэтому уже на сегодня у нас как бы лимит мы использовали. Хайандал, продолжим эфир. Дюйцердуй. Ответим на вопросы. И, как говорится, доведем эфир по мере возможности. Тем 5 братьям, которые сегодня задонатили, Аллах дал саю, шудунат да духта адуаль, болдиснак эзершка соудолил. Остальные вопросы, которые сегодня я не успел ответить, мы ответим завтра обязательно. Заходите завтра в эфир, и мы продолжим. Постараюсь зайти. Если с эту боли, ой, да, Аллаха, халхиру, эфире хаусерду. Вот. Остальное все вопросы, как
какие-то тематику, которую бы мы могли обсудить, задавайте в директе, иншаллах, я постараюсь ответить на все ваши вопросы. Отвечу, да, мержой борз. Нет, 400 тысяч варства нету в Чечне. Поэтому, ассалам алейкум, Башлам, ты видел последнее видео Зурабов про границы? Ва алейкум салам. Какое именно видео, Бекхан? Бекханов, давай так, завтра будет эфир, я постараюсь, и завтра я отвечу, чтобы сейчас обратно не возвращаться. Завтра будет больше народа, и мы ответим, иншаллах, на эти вопросы. И про какую тематику конкретно, если скажешь, я тебе скажу, что я думаю. Конечно, не сильно я люблю разоблачать, но да ладно, придется, если там есть ложь, опровергнем. Если правда, скажем, что правда. Масера Бюсталдер Алёгыл. Не забывайте подписаться на канал, оставлять 1-2 комментария. Приглашайте нам больше подписчиков. Буду рад. И всем удачи. До следующих встреч. С вами был ваш брат Башлам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.